Друзья, добрый день! Начинаем сегодня прогулку из парка. Вы на канале «Откройте Питер. Прогулки по Санкт-Петербургу». Меня зовут Роман. Гуляем сегодня в прямом эфире. Те, кто смотрят в записи на Рутюбе, на Дзене, ВКонтакте, тоже привет. Будущий. Ну а мы в парке Екатерингоф. Это рядом со станцией метро Нарвская. Нарвские ворота, Нарвская застава. Хотелось уж больно сильно вам показать состояние осени в Петербурге. Погодка сегодня хоть и пасмурная, но, слава богу, без дождя. Поэтому будем гулять здесь. Не парадный Петербург, но исторические районы. Всем привет! Всем, кто уже с самого начала подключился, все, кто ждал. Парк имеет своей истории очень много, скажем так, моментов. Парк древний, еще с петровских времен. Парк, скажем так, находится на острове. С одной стороны его речка Екатеринговка огораживает, с другой стороны, господи, я забыл сейчас, там Бумажный канал и речка, как же так, а вот карта. А вот, да, Таракановка. Речка Таракановка. Это вот у нас там с правой стороны подходит нашего движения, а в центре пруд. А сам парк тоже еще и разделен дорогой пополам, что не совсем удобно на самом деле. Да и речку Таракановку, кстати, тоже русло ее поменяли. Игорь пишет, никогда тут не был. Ну вот, видите, сегодня будете. Сами Нарвские триумфальные ворота, скажем так, стоят на месте Нарвской заставы. Это была когда-то граница города. Так, тут беседочка. Так, Александр пишет, спасибо, прекрасная прогулка. Мы только начали, мы еще не знаем, какая прогулка у нас получится. В парке здесь пруд, уточки. Летом лодочная станция работает. Ну, по крайней мере, раньше работала. Можно это все дело покататься, погребсти. По крайней мере, место от лодочной станции существует. Вот сейчас я подойду, слева будет по левую руку. Здесь вот где-то белая штучка. Сегодня не вижу здесь рыбаков. В пруду вроде рыба есть. Летом здесь, вот на том берегу, я видел, рыбаки сидели, что-то ловили. Опа. Яблоко китайка. Сейчас подойдем до... Так, Большое СМА. Что такое Большое СМА? Всем привет, всем привет.
большое спасибо за прогулку. Было очень интересно. Почему вы в прошлом времени? Это как-то странно. Да, наверное, вы уходите уже, да? Так, сейчас дойдем до Нарских ворот, а там по Старопетерговскому проспекту дойдем до обводника и дальше там придумаем куда. Так вот, начал-то говорить, что Нарская застава, это как и где московские ворота триумфальные, там была московская застава, то есть граница города, ну и какой-то такой заградительный, что ли, участок, где досматривались типа таможни, что-то было. Ну и вот здесь на Нарских воротах то же самое. Ладно, забегая вперед, про Нарские ворота скажу, что те, что сейчас стоят, и первоначально были в другом месте. Но все равно как бы в этом районе, поэтому там будем все это называть Нарской заставой. Тогда уж. Вот смотрите, да, 2 часа дня, а в Петербурге насколько серое низкое небо. Вообще ни намека на солнце или какую-то яркость. Так, здесь в парке памятник молодым красноармейцам. Конечно, многое здесь переименовалось, переделалось в советские годы. Тот же самый даже будем мимо проходить, ну или как-то проходить, да, будем, заходить-то мы не будем, мимо Красного треугольника, всем известный, а может для кого-то первый раз услышите такое название Красный треугольник. Раньше это был просто треугольник, а уже в советские годы, там в 22-м году, по-моему, этот завод переименовали в Красный треугольник. У нас такая же погода, все равно красиво. Да, ну слушайте, вот показываю вам остатки былой роскоши, что называется, да. Тут еще впереди у нас виднеется еще что-то желтое. Это вот шикарнейший оранжевый дуб. По-моему, это дуб. Сейчас подойдем, увижу. Ну и справа уже облетевшие деревья, облетевшие листья на деревьях. Или это каштан? Сейчас поближе подойду. А, да, это каштан. Каштан еще не облетел. Он такой раскидистый, красивый. И напротив него тоже чуть-чуть подрещавей, но все равно держится еще. Люди сюда ходят, гуляют. Вот все, кто здесь на Нарской, видимо, живет. Единственный, не единственный парк здесь. Здесь еще неподалеку парк 1905 года. Сутугин мост. Да, парк прелестный, но и вот только единственный минус, то, что его дорога разделяет. Мы его во вторую часть, я туда не пошел уж, ибо там перебегать будет неудобно. А сейчас мы направляемся в сторону станции метро Нарская, рядом с которой находятся Нарские триумфальные ворота. Справа у нас здесь завод, стадион Кировец, вот вы видите. Построен уже в советские годы, в 1933 году.
О, давайте я вам покажу, как было когда-то. Тут у них есть черно-белая фотография стадиона. И вид со стадиона, что самое главное. Вот здесь вот. Сейчас. В прошлом году я была в Питере в начале октября, была шикарная погода, и я была в шоке, как красиво было в Павловске, Екатерининском парке. Да, согласен. Вот фотография. То есть здесь мы видим как раз Триумфальные ворота. Левее от них это станция метро Нарвская. То есть это уже у нас, скорее всего, конец 50-х, начало 60-х годов как минимум. Ибо метро Нарвская, там 54-й год было открыто, 53-54, ДК имени Кирова, Кировский универмаг. И вот это все пространство пустое. Сейчас оно уже у нас загораживается вот этим торговиком. То есть вот это вот здание слева от торговика, общага Макаровского военно-морского университета, или как там, академии, как правильно называется, было уже построено. Вот этого торговика еще не было, и со стадиона, вот он здесь прямо у нас выглядывает, был шикарный вид. Так, тогда, наверное, уже самое время рассказать про Нарвские Триумфальные ворота. Есть у меня подсказочки с собой взяты. Памятник архитектуры стиля ампир, расположенный на площади Стачек вблизи станции метро Нарвская. Те, к которым мы подойдем, они построены с 1827 по 1834 годы в память о героях Отечественной войны 1812 года. Архитектор Стасов, скульпторы там туда-сюда, это в принципе нам не важно. Изображена колесница в группе богини Победы, фигуры воинов и 6 коней. Высота более 30 метров, ширина 28 метров, ширина пролета более 8, высота пролета 15 метров. Изначально в 1814 году Триумфальные ворота были построены из дерева и алебастром облеплены. И построены для встречи русских войск, возвращавшихся с Европы в 1814 году на как раз Нарвской заставе здесь. Непосредственно у границы города, вблизи обводного канала. Сооружение было возведено из дерева и алебастра за 1 месяц по проекту Джакомо Кваренги. Ворота украшали колесницы с 6 конями, управляемые богиней Победы, и скульптуры римских воинов. Кваренги представил 2 проекта ворот с архитравным перекрытием и аркой. По обеим сторонам от арки располагались трибуны для зрителей и оркестров. Собственно, дело-то было так, что, конечно же, из дерева и алебастра все это быстро ветшало. Ну как быстро? Вот к 1800 уже 27 году было принято решение, и это лоббировалось тогдашним губернатором Санкт-Петербурга, что ворота надо реставрировать, переделывать. Собственно, их сделали... Здравствуйте. Собственно, их сделали... Не знаю, кто это. Да, приятно. Сделали из кирпича и металла. Ну, кстати, сейчас к воротам прям я подойду. Построили их немножко в ином месте. Вот прямо перед воротами было русло реки Таракановки. Сейчас его, конечно же, уже нет. Так, в шоке, как красиво было в Павлове.
всегда красиво. Ну да, только вот зимой, наверное, когда все в снегу и быстро темнеет, и нет ни одного фонаря, жутковато. Так вот, про Нарвские триумфальные ворота. Подойти туда есть ради чего? А непосредственно ради того, что там музей в них. Действующий музей. К своему стыду и сожалению, я там в этом музее ни разу не был, но знаю, что он там существует. Чтобы попасть туда, надо спуститься в подземный переход под проспектом Стачек. И там специальный выход. Естественно, здесь в переходе торговля кипит. Как вещевая, так и продовольственная. Всякие пирожки. Вот здесь отдельная лестница наверх. Посередине перехода. Повелением Александра I, хотя были построены же при Николае I. Вот, наверное, уже закончили при Александре. Справа у нас метрополитен. Ночью здесь подсветка, ну а вот здесь как раз вход в сам музей. Вот, сейчас заглядывать туда сейчас не буду, но можете увидеть часы работы. О, донатик. Часы работы и экспонат номер называется. Экспедиция к 190-летию открытия Нарвских триумфальных ворот. Музей внутри. Так, стоимость билетов полный 150 рублей, школьники 100. Строго говоря, не так-то и дорого, и к посещению реально. Сейчас мы с вами как раз вот туда у нас прямо уходит Старопетерговский проспект. Раньше это была дорога, ведущая в Петергоф. И цари, получается, на лето по этой дороге ехали в Петергоф. На пути их делались остановки, были дворцы построены. В одном из таких дворцов на проспекте Стачек, туда дальше, ближе к Кировскому заводу. Сейчас ЗАГС Кировского района располагается. И вот дворец бракосочетания, хотя нет, наверное, просто ЗАГС, не дворец. Раньше когда-то останавливались высокородные особы. Ну и так как это раньше была граница города, то есть здесь заканчивается дореволюционная постройка. Вот направо ее практически уже нет. Здесь все одна советчина, уже 20-е годы, и конструктивизм, в том числе и Кировский универмаг. Вот только слева у нас еще остались дореволюционные, туда, ближе к обводному. А так все, дальше начинается сталинский ампир. Преимущественно. Да и не только. Конечно. Но он такой, знаете, зеленый, как будто бы медь.
окислилась. Красный, да, она уедет, потом на почту восстанет. Ну, к примеру, ворота, которые московские, они реально сделаны из металла. Там пустотелые колонны, но они металлические. Сборные, разборные, как бы вся эта история. А здесь из кирпича сделано. Так, ну что, покидаем площадь Стачек, Нарвскую, и движемся. Слушайте, давайте я сейчас посмотрю. Конечно, у меня был план по Старопетерговскому проспекту пройтись. Сейчас я посмотрю. Или по Нарвскому проспекту пройтись. А хотя, слушайте, нет. Они же у нас в одном месте там соединяются. По Старопетерговскому пойдем, ладно. Район, чек, опять же, понимаем. Окраина города. Обводный канал. И все это, конечно же, в первую очередь, это производственные площади. Это все заводы. Сейчас ближе к обводному будем. Я расскажу и про Красный треугольник, и про пивоваренный завод. И, соответственно, для рабочих заводов строилось жилье. Так, обогнать. То есть никакой здесь помпезности, никакого вау. Опять же, это все конец 19 века, середина 19-го, то есть 1850-е и дальше. Но вот по застройке, то, что я сейчас вижу, да, это вот у нас, опять же, классический образец северного модерна. А это значит конец 19-го, начало 20 века дома. Ну, как мне кажется, ничего такого здесь привилегированного никогда не было, и, как ни грустно, нет сейчас. Хотя район начинает застраиваться, конечно, так, местечково, но новыми домами. Николай I правил после Александра I. Ну вот, видимо, да, Коля I, да, начал. Но надо же было папу. Или кто он там, брат, сват. Давайте, пишите, больше пишите в чат. О, Юрий, я вас зацепил, я не заметил, что это вы. Наконец-то! Я уж думаю, что бы мне такого сказать, где бы мне оговориться, чтобы меня Юрий поправил. Это свершилось. Если мы, конечно, отсюда двинемся в сторону Балтийского вокзала, то у нас как раз на пути будут новостройки. Уже ближе к Балтийскому вокзалу. Станция метро Балтийский вокзал. В народе просто кто-то называет это Болты. Как укороченная версия. Там, конечно, новостроечки уже есть. Вот с этой стороны еще от Нарвской Старопетерговский проспект. Здесь все-таки еще
не виднеются вот эти вот многоэтажки. Хотя есть такой жилой фонд, очень в ужасном состоянии. Сейчас мы немножко по проспекту пройдем. Я там помню, у нас по левую руку через дорогу были дома, которые очень выглядели вот как заброшенные, с выбитыми окнами. Вообще были без рам частично. Конечно, вот здесь вот по правую руку мы пойдем в торговый центр. Такое ощущение, что он был пониже, как будто бы этаж надстроили. Как будто бы. И вот смотрите, да, домик. Слева модерн, справа еще до модерновая история. А еще правее, скорее всего, уже хрущевки кирпичные соседствуют. И вот туда как раз у нас уходит дорога. Там вот все склады, промзоны. Очень-очень много всего. Так, ой. Ну да, Александр I и Николай I были сводными братьями. Оба Павловичи, только мамы разные. И как раз Николай I в 1825 году вступил на престол и до 55-го. А Александр I до как раз 1801-го. Ну, собственно, он и в Великой Отечественной войне и участвовал. Хорошо. Браво. Хорошо. Идем в центр. Ну или ближе к центру. Пока идем промышленными историческими районами. Юрий, как у вас дела? Вы где-то пропадали. А пока мы ждем ответа Юрия, у нас по левую руку через дорогу показалось Валаамское подворье. Церковь Казанской иконы Божьей Матери, подворье Валаамского монастыря. А где Валаам и где Петербург? Ну, все здесь соединяется. Красивое здание. Красивая церковь. С отдельно стоящей звонницей. Именно вот я бы назвал именно это звонница, а не колокольня. Если шумно, вы мне скажите, пожалуйста. Так, громкость прибавлю.
Если шумно, вы мне скажите, я включу другой микрофон. Так, привет с Сахалина. Ничего себе. У нас сегодня где-то в районе, спрашивают, холодно ли у нас, в районе 10 градусов тепла. Можете увидеть, что снега нет и пока что еще не было. Хотя обычно где-нибудь вот в последние прям числа октября нет-нет, да что-нибудь выпадет. Оно обязательно растает, но обязательно и выпадет. Так что вот у нас еще есть несколько денечков октября. Наверное, что-нибудь припорошит в какую-нибудь из ночей. Игорь, +9. Угу. Так, видимо, здесь здание пожарной части. Да. По крайней мере, было. Сейчас вот я не вижу, что МЧСники здесь что-то свое повесили. Хотя нет, стоянка служебная для автомобиля МЧС России. Но знака парковка нету. Что ж, ну ладно. Слушайте, +9, но ветра сегодня, по крайней мере, здесь сильного нет. Руки не мерзнут. Сами видите, что дети даже без шапок. Все хорошо. В этом году осень такая затянулась, теплая. Вот-вот мы уже подходим к обводному каналу, или как не петербуржцы любят его называть, обводному. Но я уже не раз говорил, в принципе, мне без разницы, лишь бы вас понимали. Говорите как хотите. Так, это вы, Алена, на что намекаете? Что это вы тут долгие прогулки предвкушаете? Так и вот, в принципе, раз мы на обводном, то можно начать говорить про красный треугольник. Тут еще помимо красного треугольника у нас вот через дорогу белое здание. Оштукатуренное, кирпичное. Это бывшая, не целлюлозный комбинат, завод, а предельно-ткацкий, какая-то бумажная фабрика, короче. Зеленый, надо бежать, надо перебегать. Начнем именно там, на берегу набережной, как я сказал, классно. Там я смогу штатив поставить на камешек. И даже нам лучше перейти дорогу. Не дорогу, а обводный канал. Вот у нас, вот, пожалуйста, здравствуйте. Так, ничего не понял, но ладно.
поговорить я сейчас хочу и рассказать вот про этот вдоль обводного канала, вдоль набережной, вот это оранжевое здание из оранжевого кирпича, занимающее целый кластер, достаточно большой. Так, сейчас. Даже, наверное, можно приблизить. Так, что я хотел рассказать. Скорее всего, жителям самого Петербурга это и так известно, понятно, и ничего нового, но для тех, кто не из Петербурга, для тех, кто бывал только на Невском проспекте и дальше Московского вокзала не уезжал, собственно, для вас и расскажу. Красный треугольник называется сейчас этот кластер, это производственное пространство, что ли, как эти. В общем, предприятие и памятник промышленной архитектуры, занимающий обширную территорию между Старопетерговским проспектом и обводным каналом. С другой стороны улица Розенштейна и Ивана Черных. Вот. Год основания 1860. Ансамбль из более чем 150 заводских корпусов и вспомогательных построек сформировался в период с 1860 по 1917 годы, то есть вплоть до революции. Производство принадлежало учрежденной в 1859 году компании Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры. По-русски, если была аббревиатура ТРАРМ. Гамбургского предпринимателя Фердинанда Краускопфа. Видимо, у Фердинанда в роду основатели были кучерявые, поэтому они Краускопфы. На соседних участках работали шоколадная фабрика швейцарца Морица Кондради, завод англо-российского резинового мануфактуры Макинтош, бумагопредельная фабрика, это как раз вот то, что я вам показывал, слева была белая, купцов Митрофанова и Федорова, и абсентовый завод и шелковая мануфактура. К началу 1890-х годов все эти объекты выкупила ТРАРМ. На его заводах производили галоши, шины, игрушки, непромокаемые ткани и многие другие изделия из резины. В 1888 году галоши, выпущенные на этом заводе, стали маркировать треугольником с аббревиатурой ТРАРМ внутри. А в 1908 году компанию просто переименовали в треугольник. И только в 1922 году, после революции и национализации, завод был переименован в Красный треугольник. И до конца 60-х годов он был крупнейшим производителем товаров из резины. Здесь впервые получил промышленное применение синтетический каучук. В 70-х годах предприятие постепенно начало проигрывать конкурентам гонку модернизации. И после распада СССР предприятие было приватизировано, в 2002 году признано банкротом. И в небольшом объеме площади и мощности бывшего треугольника продолжает использоваться, по данным на 2021 год, среди производств это АО «Петрошина» и ООО ГСК «Красный треугольник». Выпускает конвейерную ленту. Всю остальную и основную часть помещения арендует микропредприятие. Общая площадь, короче, там туда-сюда много цифр. И на 3 февраля 2023 года было опубликовано распоряжение КГИОП, согласно которому 50 корпусов и 11 галерей комплекса были признаны объектами культурного наследия регионального значения. Вот такая наша история Красного треугольника в районе станции метро Балтийская. Ну что, движемся дальше. Пока у нас здесь светофор. И сейчас я вас с вами дойду до бывшего
пивоваренного завода. Старейшего, можно сказать, именно прям завода в России. Сейчас здесь перейдем дорогу. Пройдемся немножко вдоль обводного канала, я думаю. Оп, зеленый. Идем. А нет, по обводнику не пойдем. Надо выйти на Рижский проспект. Или даже нет. На Курлянскую. По Курлянской сейчас пойдем. Сейчас выйдем на Курлянскую и начну рассказывать про пивоваренный завод. Последнее его название — это пивоваренный завод имени Степана Разина. Дорогу поливают осенью. Осенью моют дорогу. Ох ты, господи. Мокренько. Завод был еще основан в конце аж 18 века. Там что-то из серии 1700, не знаю, 90 или 80-й. Завод, выпускавший пиво под торговым названием «Три медведя», «Пиво Пит», Степан Разин само. Как бы все вы, наверное, конечно же, их видали на полках магазинов. Это все было здесь. Раз я все это говорю в прошлом времени, да, было, можно догадаться, что больше завода нет. Вот, наверное, вы заметили, я сейчас про осень буду говорить коротко. Прошлую нашу прогулку, да. А прошла ведь всего лишь неделя. И все, весь практически лист опал. Так, вот здесь налево поворачиваем на Курлянскую. И вот там впереди тоже опять у нас показались кирпичное здание. Опять же, присущее именно производственным зданиям, именно стиль архитектурный. Его не сделали из кирпича и никак ничем не обделывали, не отделывали, не штукатурили, ничего. То есть тут все понятно. Так, в принципе, давайте здесь начну тогда чтение. Кому бы как не нравилось, но пивоваренный завод имени Степана Разина. Да, основан в 1790-х годах. Скорее всего, даже в 95-м. Основатель Ной Казалет. Так, история. Значит, Ной Казалет был английским подданным. В 1848 году его сын, владелец пивзавода Петр Ноич Казалет, объединил капиталы с Федором Кроном, владельцем пивоваренного завода на Калашниковской набережной. И предприятие стало работать уже под фирмой Казалет, Крон и Ко. Общее название пивзавода стало Калинкинский пивоваренный завод. От названия, существовавшей еще до основания Петербурга финской деревни Кальюла, по-русски
Каллина. Там как раз Калинкинский мост неподалеку должен быть. И в 1868-62 году было учреждено Калинкинское пивоваренное и медоваренное товарищество. К 1914 году Калинкинский пивоваренный завод стал крупнейшим в России, в Российской империи, и производил до 5,5 миллионов ведер пива в год. Это вот вы задумайтесь. На углу справа это Республика Шкит. Скорее всего, да, из фильма. Вот, про пиво, про ведра. Пиво мерили ведрами. На секундочку. В 1922 году завод стал именоваться завод имени Стеньки Разина и был взят в аренду Петроградским единым потребительским обществом ПЕПО. С 1971 по 1986 годы завод входил в состав Ленинградского производственного объединения пивоваренной и безалкогольной промышленности имени Степана Разина как головное предприятие. Там в него много кто входил. Самое интересное, уже после, в 1993 году завод акционировали. В 2005 году предприятие вошло в группу компаний Heineken в России. В 2007 году ООО «Комбинат» имени Степана Разина изменил свое название на «Пивоваренный завод» Степана Разина и вошел в качестве филиала в ООО «Объединенные пивоварни Heineken». С сентября 2009 года завод Степана Разина перестал варить пиво и начал работать только в качестве дистрибуционного центра группы Heineken, а пиво Степан Разин, Петровское, Адмиралтейское и специально стала варить петербургская пивоварня Heineken. Так, в 2013 году Heineken продали площадку завода в Санкт-Петербурге, ну и вот с тех пор нет. А что самое примечательное и сейчас, то, что там происходит, там, по-моему, силами Т-банка, это бывшего Тинькова, сделан какой-то вот опять же... Так, сейчас я на карте. Так, опять связь лагает. Нет? Друзья, как вы? Так, карту. Культурный центр, выставочный центр, концертный зал. Называется все это дело «Цистерна». Вход, насколько мне известно, платный. Но посещение из серии там, если бегло и галопом, то 10 минут и вы все посмотрите. Если там в каждой цистерне останавливаться, а их там, несколько цистерн, то есть это завод варил громадные объемы пива, надо понимать. Только по разным бутылкам разливали, по бутылкам с разными этикетками, одно и то же пиво, наверняка. Кто чувствует разницу, напишите в чат. Это так же, как завод «Балтика». Тот, что на севере города. В общем, вот, мы подходим, вот эти все производственные здания оранжевые. Но основной-то был как раз слева, пивзавод. Из интересного, вот здесь, в здании справа, есть кафе на самой крыше. Там что-то solar bar или что-то такое. Прям с крыши видно Афинский залив. Конечно, там все в кранах, но. Сейчас, может быть, найдем вход, где в эту цистерну. А вот, цистерн написано. Мультимедиа, арт-пространство, 50 метров. Давайте пройдем. Смотрите, можно было, кстати, по обводнику пройти и с обводного канала привернуть. Но ничего.
Так, ну слушайте, тут следы пивоварни-то еще остались. Тут какая-то крафтовая пивоварня АФ Брю. Ну слушайте, ну здание какое-то современное, как будто бы советское. Так, ну это ладно. А вход здесь, что ли? Понедельник выходной с 12 до 22. Тотальные инсталляции, музыкальное шоу, мультимедийные выставки. Хоп. Хоп. Вот заглянем. Опа. Здрасте. Так, цены у нас на стене. Все указываются. А все остальное там, да, где-то вот эти цистерны все там. Вот эти. Ну, сами понимаете, мультимедийное, что-то новенькое, современное, не всеми понятное. И, наверное, только молодежью понимаемое. Да. Ладно, не будем ходить. Это не самоцель, да, наша. Но, опять же, показываю вам, скорее всего, то, как начинают использоваться по-новому старые архитектурные объекты. Это тот же самый и Севкабель, если кому-то нравится так, и Брусницын, да, и вот я ни разу, по-моему, не заходил в этажи, да, на Лиговском проспекте. Лофт, пространство, этажи. Это здание бывшего хлебзавода. Кто не в курсе, прямо вот вам на Лиговке был хлебзавод в советские годы. Ну и вот там сейчас этажи. Конечно, про этажи, наверное, можно отдельное видео снять и отдельную прогулку по этажам. Но там что? Там это все коммерция одна. Оно нам не надо. Так. Теперь вопрос, как и куда отсюда сбегать лучше. Нам надо сейчас двинуться в сторону, получается, Коломны. И скорее всего, так, там Адмиралтейские верфи, но нам не получится. Ладно, идем к Калинкинскому мосту. Идем к дому-треугольнику, к дому-утюгу. Там что-нибудь. Все пробовал, все на один вкус. Но я и говорю, это варилось все в одном чане, а только разливалось по бутылкам и наклеивались разные эти этикетки. Иллюзия выбора. Иллюзия выбора. Да. Как, слушайте, погода приятнейшая. Вот здесь ветерка вообще ни единого. И вот этот район, мы такой производственной окраине, скажем. И так будет, я думаю, долгое время. Здесь практически нет автомобилей. Ну, в таком вот трафика нет. Понятно, автомобили есть, но нет какого-то глобального трафика автомобильного. Максимум в рабочий день транзитом едут. И все. Да, ни жарко, ни холодно, но не знаешь, как одеться по-хорошему. Ты еще так оденешься с запасом, идешь, потеешь.
Оденешься вроде нормально, и первое время хорошо, а куда-то вышел, подул ветер холодный, начинаешь мерзнуть. Ну, в общем, непредсказуемо, но нет, сегодня хорошо, согласен. Куда ж, конечно, без тополей вездесущих. Петровский колледж. Кого в Петровском колледже обучают, интересно. Вот я сейчас подойду, посмотрю. Мы, кстати, находимся с тыльной стороны от бумажного производства. Так. Слушай, тут не понять. Не знаю, кого в этом колледже учат, обучают, каким специальностям. Не поясню. Что за особнячок был, да, вопросик? Сейчас узнаем. Так, вы, наверное, вот про вот этот, который сейчас торчит таким своим, да даже не эркером, не называть это эркером. Эй. Особняк паровых маслобоин. Сейчас в нем находится детский садик. Особняк товарищества русских паровых маслобоин. Опа, нам кто-то подписался. Отлично. То есть, опять же, скорее всего, в этом особняке была контора. Да? Кто помнит еще это слово. И привет всем, кто его использует. Ты где? Я в конторе. Вот, или ты где, когда будешь? Да я в контору там в 12 приеду. Ну, в общем, это не жилой, да, особняк строился именно под конторские нужды, бухгалтерия, что-нибудь такое вот, отдел сбыта, директор сидел. Чем-то напоминает особняк Брусеницыных. Они, конечно, там вот в особняке сами жили, и через дорогу было кожевенное производство. А вот в этом особняке, может быть, и сам хозяин жил, и тут же производство рядышком имел. Раньше же, да, в принципе, и сейчас во многом, да, ты, когда какую-то свою фирму организовываешь и сам стоишь у его истоков, сам вот с колен это все поднимаешь, это вот все выстраиваешь, очень тяжело отдать в управление кому-то другому, да, поставить директора или еще что-то, ты все сам это делаешь. И есть большой риск, что когда ты уйдешь от управления собственного, есть большой риск, что этот директор, которого ты поставишь, он все загубит. Немецкая контора поменяла на английское офис. Ну, кстати, да. Но причем, слушайте, контора же это и в советское время очень часто и много использовалось слово. На базе, да. Ну, не, контора как-то даже... Ну, она как-то... Это дичь какая-то. Ну, вот она такая, она смешная дичь, она положительная, знаете. У меня на одной из старых работ, скажем так, это был финансовый сектор, и был завхоз, ну, я его так назову, завхозом. Он там отвечал за открытие, за постройку новых офисов, за всякую такую вещь. И вот он по телефону там с кем-нибудь, с подрядчиками, да, я
через полчаса буду в конторе там, или я из конторы уеду. Но это вот так звучало из его уст. Это, конечно, я думаю, господи, где твоя бобровая шапка? Так, впереди я вижу опять еще одну из каланчей. Там было... И, кстати, не раз уже в моем видео это здание встречалось. Вот слева Шкит. Вы про это, получается, говорите, да? Интересно, а что сейчас там находится? Школа искусств, дополнительное образование, называется Китежград. Китежград. Ну а справа, вот здесь вот в зеленой сетке затянутая кинотеатр Москва. На реставрации, не используется уже долгое время. Вы так про эту республику Шкит говорите, как вот, ну, как будто, знаете, прям сильно когда-то прониклись, и вас будоражит сердце и вызывает яркие эмоции, воспоминания. На нем есть мемориальная табличка, да, есть. Все есть. Так, это у нас впереди красный светофор. Будем стоять, поэтому пока стоим 1,5 минуты и ждем. Напомню, что в описании есть ссылки, по которым вы можете зайти на другие площадки, где я эти же видео все перезаливаю, если у вас проблемы с YouTube. Это и Рутюб, и Яндекс.Дзен, иногда и ВКонтакте. Вот почему бы и на красный не перейти с пивком в руках. Так, здесь у нас, конечно, уже Рижский проспект, или это улица, как там, кому, если важно. Поясню, Рижский проспект. Впереди там как раз на Рижском проспекте находится гостиница. Когда-то это была гостиница «Азимут». Да, слушайте, ну как и на месте БКЗ Октябрьский тоже раньше был храм. Одно культурное местечко заменили другим культурно-досуговым местечком, получается. Вот там впереди у нас это пожарная каланча, которая виднеется, кирпичная.
Старинное здание, расположенное на площади Репина, было построено в конце 19 века и ранее использовалось в качестве и пожарной, и полицейской частей. Там еще помимо просто полицейской части еще был, по-моему, околоток, в котором там на временное содержание привозили заключенных. Так, а здесь-то что у нас такое? Не скажу, что величественное, но... Это у нас справа 442-й окружной военный клинический госпиталь имени Соловьева. В общем, военно-медицинская академия располагается в этом здании. Больничко. Состояние, конечно, удручающее. Что-то. Так, сегодня у нас был только один донат от Алены Омск. Вот слева с QR-кодом будут писаться 5 последних, кто задонатил по списку. Впереди у нас мрачная погода. Да, я бы не сказал, что мрачная. Мрачная это, не знаю, еще дождь бы, если бы еще был. Так вот, впереди Старокалинкин мост. Один из немногих сохранившихся в Петербурге, вот таких цепных, что ли. Еще похожий мост есть ближе к Невскому проспекту. Это Ломоносовский мост. Все любят его фотографировать. Он так подсвечен хорошо, особенно в Новый год. Ломоносовский. А вот этот мост начала строительства 1786 год. Так, вот, да, пока стоим, смотрим, у нас Адмиралтейские верфи начинаются, и вот все пошло туда налево. Все верфи, доки, сухие, мокрые, всякие. А здесь у них основной вход, основная проходная. Здесь на площади Репина конечная остановка двух интересных маршрутов трамвайных. Это как номер 3, так и номер 6. На обоих мы с вами уже катались. Там вдалеке виднеется с голубым куполом Троицкий собор. Ну и мост. Конечно, смотрите, видите, тут в камне выдолблены. Какие-то были металлические замки. Ничего от этого не осталось. Остались только цепи. Подсветки никакой не вижу. Наверное, здесь ее и нет, и не было. И на Новый год тоже даже и не делают. Полигональная кладка. Смотрите, качество. Ну, окончание строительства моста 1780
88 год. Здесь вот улочка Лоцманская. Если вы приедете на трамвае сюда, до Репина, то не поленитесь, сходите вот по Лоцманской, туда вперед. И там по правую руку будет кафешка. Кафешку держат отец с сыном. И с их слов они сами обжаривают кофе. И у них неплохо это получается. Можно и купить, и попить. А тут нас встречает верстовой столб с такими прекрасными солнечными часами. Конечно, часы не по погоде. Время мы по ним сейчас не узнаем. Хотя, знаете, плюс-минус. Ну, плюс-минус тень должна вот где-то быть в районе цифры 3. Наверное. Нет? Да? Не знаю, как это работает. В кафешку заглянем. Нет, сейчас нет. Зачем? Куда вы? Опять будете... Я в прошлый раз-то, когда зашел в пышечную, и там пышки наворачивал, да и за рекламу мне никто не заплатил. Просто вот это единственное местечко такое порядочное, где вы можете, приехав, хорошо посидеть. Но тут как бы вот смотрите, остановка трамвая прямо здесь вот будет. Трамвай немного не ходит. Ну ладно, хорошо. Вот. Пока, говорит, трамвай немного не ходит. Ну, не ходит и не будет ходить когда-нибудь. Ничего. Ремонт закончится, все будет. Так и вот, тут какая-то кафе-бар, отель, что-то как бы, ну, можно, да, выйти, перекусить и поехать обратно. Причем вы можете же, например, на тройке приехать сюда, а потом на шестерке уехать обратно. Чего я тройка, шестерка вам говорю? Вообще, что-то меня это бес попутал. На тройке, шестерка же у нас на Ваську уходит. А мне никто и не пишет. Ну ладно. Это вы отсюда. Не, вы приезжаете сюда как-то ногами. Садитесь на тройку. На тройке приезжаете до Финляндского вокзала. На Финляндском пересаживаетесь на шестерку. И на шестерке едете на Васильевский остров. И все. Так, а как вот смотрите, троечка идет. И куда она? Что он говорит, мне не ходит? Все ходит. Вот приехал тройка в ретро-стиле. Модель, по-моему, называется Достоевский. Как вам такой трамвай? Стилизованный под стилягу, как бы не звучало. А здесь у нас дом, в котором жил, трудился великий русский художник Илья Репин. Снимал он здесь квартиру большую. Домовладелец ему даже по его просьбе надстроил еще 5-й этаж. У него сама мастерская была вот под крышей. Ну и здесь вот на берегу реки Фонтанки творил. Писал. Оп, донатик. Аноним. Аноним, спасибо. Не знаю, кто вы. Призываю подписываться. Там для того, чтобы подписать, от кого донат, там регистрироваться не обязательно, там просто поле имя, пишите, с какое хотите.
Ну откуда знать? Вот теперь я вам буду это просвещать, опускать вас на земь, приземлять. Ой, да. И смех, и грех. Еще аноним. Нормально, идем идем дальше. Идем. Сейчас пойдем в сторону, уже прошлый стрим мы проходили там, это Новая Голландия. Вообще у меня какая-то такая сейчас идея фикс, пройти через Васильевский остров на Петроградскую сторону отсюда. Пока идем по проспекту Римского-Корсакова. В прошлый раз у меня, кстати, просили озвучивать название улиц. По Римского-Корсакова, кстати, есть отдельная прогулка. Если по Римского-Корсакова мы пойдем, мы упремся в улицу Садовую, недалеко от Сенной площади. Но я думаю, нам уже здесь пора сворачивать. Скорее всего. Как раз здесь мост через Фонтанку. Коломенский. Мы ведь в районе Коломны. Малой и большой. Яна только что подписалась. Хорошо. Приветствую всех вновь подписавшихся. Так, давайте здесь пока налево. А то что-то меня этот шумный проспект утомляет. Но вот действительно, зачем реставрировать, когда можно просто на степлер приделать зеленую сетку и так сойдет. Здесь сейчас, конечно, до метро далековато. Сильно далековато, вам скажу. Но в скорости, когда откроется станция метро Театральная, здесь людям станет повеселее жить. Подходим мы к сразу 2 доната на 2 площадки. Интересно. Так. Воскресенский сквер. А улица у нас, кстати, называлась Володи Ермака и пересекает Псковскую. Тут домик-то интересный. Не помню его истории, кстати, почему-то. Но я вот сейчас про этот говорю. С такими 2 треугольными эркерами. Так, у нас тут что-то опять с этого Cloud Tips'а донат. Донат подзависает. Короче, есть вариант Cloud Tips, наверное. Убрать. Вот. Так, или давайте так сделаем. Так вот. Я с Cloud Tips'а буду сам озвучивать. Вот так сделаем.
Так, кто у нас еще? Аноним и Метри, 100 рублей. Всем спасибо. Даже, возможно, если будет по пути такая какая-нибудь кофейничка. О, смотрите, здесь кто-то занимается на роликах фигурным катанием. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь в жизни это видал? Вот так вот вы можете, гуляя по Петербургу, и такие вещи встретить. Вот так вот. Вот так вот. Один стаканчик, ну ладно. Видимо, готовится. Какие-то соревнования готовитесь, нет? Ну, да. То есть прям Скоростной слалом называется. Федерация скоростного слалома. Ну, Федерация роллер-спорта, так, а дисциплина отдельно, скоростной слалом. дисциплина просто, понял. Фиксированная длина разбега 12 метров. И на время. И надо на одной ножке, кто быстрее И проедет. прям время, и не сбив ни одного стаканчика. Ну да, больше 4 сбил, дисквалификация. А, то есть сбивать можно? Ну да, 4. На последних такой, черт. И По одному сбиваешь, плюс 0,2 секунды штрафа ко всё-таки времени нельзя. твоему. Понял. Ну, сначала квалификацию люди бегут, 2 попытки, лучшая в зачет. А потом, как в футболе, плей-офф сетка. И на выбывание. Первая с 8, второй с 7. Понял. Там уже параллельно бегут. Там лазерные лучи у нас стоят. Вот, Нанотехнологии и все такое. Да, такой. Понял, ладно. Успехов вам. Так, классно, я смотрел такие видео. А тут видите, не видео, тут человек готовится к соревнованиям. На секундочку. Ну, как вы можете понимать, на месте этого сквера некогда был, получается, у нас храм, о чем нам говорит и этот памятный крест. На этом месте стоял храм Воскресения Христова Михаила Архангела, что в Малой Коломне. Так, давайте сейчас посмотрим, по какой улочке. Парк прекрасный, слушайте, он такой красивый. Отличные золотые березы, каштаны. Так, какие-то паломники ходят по местам былой славы, видимо. Так. Улица Декабристов. Улица Декабристов. Так. Семимостье. Нам пока это не надо. Так, ну давайте пойдем на Английский проспект. Опять же, нет, проспект это громко. Пойдемте к реке Пряжки. Пойдемте к Пряжке. Там потише. По-домашнему. Ну вот жить в этом месте было бы интересно. И окна выходят не на какой-нибудь шумный проспект, а на зеленый сквер. Хорошечно. Приятненько. Сейчас мы пойдем по Дровяному переулку. Ну,
Ну, это не я так придумал, это его так назвали. Дровяной переулок. Ой, тут домик не болей. Да. Представляете? Ой, а здесь-то что у нас за чудеса? Кто первый догадается, кому этот памятник? Кто узнает этот профиль, эту горбинку? Ну, идут на стене что-то люди самопроизвольно, я смотрю, и устанавливали, и кто-то что-то сдирал. Чужие труды и работы. Видимо, так сильно понравилось, что решил забрать с собой. Интересно. Извините, пожалуйста, Да? а в честь чего это сделано? Я вот сам иду и первый раз вижу, не знаю. Вот эта фигура что-то значит или просто какая-то? Не знаю. Тут самодеятельность дворовая. А мы сейчас узнаем. Сейчас я вам скажу. Так. Написано памятник мемориал. И все. И как бы и что? Так, что люди пишут? Нет, слушайте, просто похоже. Тут везде пишут, что это просто незнакомка. И все. Венера Коломенская. Неказистая скульптура с богатой историей, пишут. Многострадальная Коломенская Венера. Изначально до 1991 года статуя была обнаженной. Серьезно? Статуя была обнаженной. Потом ее переделывали, перекрашивали много раз. Лишали рук и приделывали новые. Ну, кстати, да, тут как бы изгиб, сами понимаете, какой-то изгиб прям очень не анатомический. И так, другие пишут, что скульптура изначально была белая, а теперь раз в несколько лет ее перекрашивают в странные цвета. Да. Вот, собственно. Мы в Питере отлично живем. Погода обыкновенная. Ничего особенного прям. Чисто питерская погода. Нам хорошо. О, пожалуйста. Продается. Первый этаж. Судя за тем, что там за окнами, это, видимо, какой-то был офис. Но если там еще можно обратно перевести в жилой фонд, как бы и можно жить. Так, опять же, вот северный модерн. Классические представители перед нами. Так, здесь мы подходим как раз к набережной реки Пряжки. Набережной реки Пряжки. Конец улицы Декабристов. Дом с квартирой блока.
Помните, я в прошлый раз как раз говорил, когда мы на декабристов выходили, но мы повернули в противоположную сторону от пряжки, и зато сейчас пройдем мимо. Олеся, в этом году в Питере солнечных дней было больше, чем в Москве. Вот дом, в котором Блок жил, имел 2 квартиры. Одна квартира была мамина. Ну, там после смерти мамы они с женой жили, скажем так, порознь. Как-то вот у них нормально это было. Вообще Александр был достаточно болезненным товарищем. Вот. В годы советской власти и в процессе уплотнения они одну квартиру отдали, и во второй жили сами. Ну вот, тут есть мемориальная табличка, конечно же. Ну и вход, как в обычной парадной, там живут обычные люди. Лестница, номер. У вас в Москве есть такое? Заходить не буду. Все тут, ну, не скажу, что по-богатому, но для входа в музей нажмите кнопку 1, после ответного сигнала оттолкните от себя дверь. Это все. А что у нас получается? 4 квартиры парадные. А 4-й этаж как будто бы и нету, хотя он есть. Вот молодые люди, как раз мальчик с девочкой, пошли в музей, квартиру, посмотреть, как Блок жил. Река Пряжка, наверное, самая короткая река в Петербурге. Внешне, давайте в арку зайду. Здесь часть окон квартиры Блока выходят и во двор. Сейчас мне самому интересно увидеть и вспомнить. Ой, вы смотрите, какие интересные переходы. Зашел бы. Ну, там я зайду в подъезд, пропадет связь. Оно мне надо не очень. Так, ну получается, что 4-й этаж, что ли, да? Квартирка-то. Вот. Лестница номер 2. Номер 12. Хо-хо. Номер 12 лестница. Не понимаете, да? На 1-м этаже есть квартира, на 2-м нет, на 3-м есть. Да, квартира-музей на 4-м, значит, получается. Да. Фродо, приветствую. Школа парикмахерского, русская школа парикмахерского искусства. И там объявление: нам срочно нужны модели. Хотите бесплатно подстричься? Не факт, что хорошо, но бесплатно. Это можно. И в этом доме уже лестница номер 13. Пожалуйста, 13 лестниц. А может быть и во дворе еще парочка быть. Так, там что-то на Брентмауэре написано. Сейчас чуть пройдем дальше.
обернусь, посмотрим. О, кстати, интересные мусорки в Петербурге. Спасибо за двор, очень интересно. Питерские мусорки, они еще туда под землю глубоко уходят. Так, что там написано все-таки? Адмиралтейский район. Да. Там герб района на этом Бретмауэре. Кстати, вот хотел сказать через дорогу, а через речку Пряжку, вот этот особняк, это, скажем так, не знаю, как по-правильному, но картографическое общество. Карты печатались и до революции, и после революции. Составлялись и печатались карты. А вот там я назову это психушкой, наверное, по-простому. Так, подождите, я проверю сам себя. Так, секунду. Так, напротив. Офисы. Центр ведической психологии и культуры Гаура. Это сейчас, конечно. Так, а вот это, да, психиатрическая больница Святого Николая. Чудотворца. Вот там, где написано «отель», видимо, верить им не надо. Ладно, нет, отель это слева от психбольницы, а сама психбольница вот за тем желтым забором. Но такое себе, да, соседство. Так, а что прям до психушки? Ага. Красиво вот деревья вот эти вот вдоль Пряжки, так, выстрижены такими полусферами. О, чудеса уже советской архитектуры. Вот эти вот балконы лесенкой. Вот, наверное, люди запарились, когда стеклили или присовокупляли эти квартиры. А хотя нет, это не балконы, это такие окна. Чудеса. Сложности. К чему все эти сложности? Красиво? Ну, в принципе, да. Необычно? В принципе, да. На фоне вот этих плоских хрущевок с непонятными балконами, ну, наверное, соглашусь. Прикольно, прикольно. Река Пряжка у нас... Оп, еще донатик от Людмилы. Людмила, спасибо. Пряжка сразу в Большую Неву у нас впадает, но вытекает из реки Мойки. Там у нас за психбольницей располагается Адмиралтейский судостроительный завод. Продолжает, точнее, то есть вот все корпуса, и сейчас вот замойка, вот эта желтенькая, и вот туда налево, все, это все Адмиралтейские верфи. Так, а надо придумать сейчас-то куда нам. Сейчас пройдем мимо дворца великого князя Алексея Александровича. Так называемый особняк Сабурова. Сейчас вдоль Мойки пойдем. Там тоже такая отличная, красивая ограда. На воротах монограмма красивая.
Дворец великого князя Алексея Александровича – это достопримечательность, которая привлекает посетителей своим уникальным историческим... так, куда ты? Интерьерами, восстановленными после реставрации. Во дворце можно увидеть смешение стилей разных эпох и разных стран, а также мраморную лестницу в башне, которая является настоящим произведением искусства. В настоящее время дворец работает как дом музыки, где проводятся музыкальные мероприятия и экскурсии по парадным залам. Так что имейте в виду, любители музыки, куда вы можете сходить, помимо консерваторий и филармоний. Ну, скорее, мы сейчас чуть еще не дошли. Так, что-то здесь у нас со связью происходит. Что моргает все. Листву убирают рабочие. Тут уже все деревья пунк на земле. Давайте я тоже здесь перейду. Да, вот эти все адмиралтейские верфи, конечно, интересно, знаете, как с точки зрения компоновки зданий из разных эпох. Тут и вот что-то дореволюционное, как будто бы еще. И слева вот эти корпуса уже советского времени. Вот эти котельни непонятно, когда были сделаны тоже. А про дворец, который я читал, это вот здесь за оградой. Княжеский, великокняжеский. Сейчас вот фасад реставрируют этого дома. А несколько лет назад реставрировали крышу. А когда я вижу, что во дворе реставрируют крышу, а как можно понять? Да там куча лесов, куча, даже не лесов, а не просто перестилают, да, а еще меняют крышу целиком. Вот эти все стропильные системы, все-все-все. И, соответственно, во дворе лежат стройматериалы для новых стропил. И ты понимаешь, ага, на эту крышу можно сейчас подняться. И вот, по-моему, я как раз на этот дом поднимался. И с него очень хорошо здесь видно и Новую Голландию, и все крыши адмиралтейских верфей. Всем доброго дня, Николай. Всем доброго дня, да. Опачки. Опачки. Вот так вот. Человек припарковал собственный катер. Взял мусор с собой и пошел домой. Так, давайте я поближе, что ли. Или нет, ближе подходить не буду. Тут девушка вот что-то фотографирует, себя фотографирует. Ну и вот мы видим, что над воротами, по воротам монограмма князя. Да нет, ну надо подойти. Что мы? Главное, у девушки это, главное, стаканчик с собой. Башенки мы отсюда не увидим, к сожалению. Ну, такой вот дворец, пожалуйста.
недоходный дом. И на том спасибо. Вот так. Набережная реки Мойки, туда-сюда. В нерабочее время закрыто. Ну, ставьте на паузу и там... Причем вот фото и видеосъемка во дворе запрещены. Но это они, конечно, что-то, по-моему, погорячились. Это они почему-то погорячились. Как это? Это повод мне к ним зайти когда-нибудь. Поснимать. Трэш-контент. Собрать. Вот афиши. Буквально вот 20 ноября, 13 ноября, 30 октября тут собирается музыка звезд. Блистательные солисты России. Ну, кто-нибудь знает их блестки? Вот, можете узнать, сходить. Мы уже подошли к Новой Голландии. Вот корпуса виднеются впереди. Я даже не знаю, есть ли смысл сейчас заходить. Я думаю, мы пройдем мимо. Мы просто по Адмиралтейскому каналу по набережной пройдем. А можем выйти на английскую набережную, кстати. Да, отставить английскую на эту. Лейтенанта Шмидта на набережную. Давайте выйдем. Точно, слушайте. Я вам сейчас кое-что покажу. Сейчас сверюсь с картами и зайдем во двор одного особняка, скорее всего. Да, мы сейчас выйдем, пойдем на улицу Галерную. И там один особнячок надо будет найти. Особняк примечательный чем? Тем, что там снимают частенько кино. Вот. Странный товарищ. Но главное, у него эта аварийка включена всемогущая. И он считает, что может под нее делать все, что угодно. На Новую Голландию не пойдем. Мы в прошлый раз по ней ходили. Уже, конечно, было темновато. Но никакого мероприятия сейчас там нет. Цели у нас никакой нет. Ага. А мы здесь сможем ли по этой улице пройти? Там какой-то ремонт идет. Нам здесь по Новоадмиралтейскому каналу надо пройтись. До Галерной. Что ловится? Пискари да караси? Это я так, конечно, в шутку все говорю. Кстати, у нас же еще один из дворец Бобринских впереди. Графов Бобринских. Так, в настоящее время в здании располагается факультет свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета. Посетители могут посетить дворец с экскурсией, где им расскажут об истории здания и его хозяевах. Вот, друзья, пожалуйста. Дворец Бобринских. Так, ну давайте мы, наверное, здесь по тротуару вдоль ограды пройдем. Я думаю, бобринские против не будут. И уже, кстати, не первого встречаю живописца на своем пути. Ну, слушайте, бобринские такие прям были, это, по искусству запаренные. Очень много бюстов античных, видимо, копий сделано.
Так, я сейчас посмотрю. У нас впереди, кстати, уже Нева, на самом деле. И вот те дома, которые там вдалеке, это Васильевский остров уже. На секундочку. Виднеется. Так, улица Галерная. Нам нужен Михайловский дворец. И мы пойдем во двор Михайловского дворца. И войдем мы во двор со стороны Галерной улицы. Еще один из входов и заездов в Адмиралтейские верфи. Мы видим. Но мы поворачиваем на улицу Галерную. Работает техника. Вот уже, видимо, со стороны Галерной основной вход в особняк Бобринских. Вход через КПП. КПП. Санкт-Петербургский государственный университет. Вот так. Если вы студент, ну, считайте, вам повезло вдвойне. Да? О, весна, кофе и еда. Ну что, я не знаю, можем сейчас в эту я кафешку могу привернуть. Привернуть в эту кафешку, взять кофейку. Почему бы и да, как говорится. Такая миленькая. И никого нету, что самое главное. Хоп, эй, ла-ла-лай. Да, ну, студенты и все, что здесь находится. Вот такие петербургские милые кафешки. И для кафе-то много не надо. Просто 4 квадратных метра и... Ну, не 4, ладно, здесь больше. 8, 10. И все, и поехали. О, любителям Лего посвящается. И любителям сериала «Друзья». Да, в Питере невозможно заблудиться, всегда куда-нибудь выйдешь. Но пока видишь человеков, то да, ты всегда можешь у кого-нибудь что-нибудь спросить и... А там он без сахара, да, будет? Да, без сахара. Надо будет... Да. 2.
Беру почему? Потому что раф это 2 эспрессо и 1 порция молока. Получается такой двойной капучино, что ли. Но именно вот в 2 раза больше кофе. Это основной. Потому что в некоторых заведениях, когда вам заказываете там двойной какой-то кофе, вам его просто считают по двойной цене, 2 раза берут с вас ценник. А по факту они варят всего лишь 2 эспрессо. А по большому счету, да, а что там варить-то? Там только эспрессо и стоит что-то, все остальное это водичкой разбавляется. Но все равно. Неправильная арифметика у них в этих кофейнях. Так, нам главное сейчас здесь не пропустить арочку, которая уходит именно... Мария, приятного кофепития. Да, Мария, спасибо. Нам надо не пропустить арочку, нужную и правильную. Сейчас я буду 3-й рукой смотреть карту. Главное тут не это. Кофе на себя не разлить. Сейчас я просто не помню адреса. Я сейчас посмотрю на карте правильный адрес дворца, чтобы правильную арку не пропустить. Так, это нам нужен дом 55. 55 и 53. А, кстати, это где-то в районе, где канал Грибоедова и мост со львами. Там два. Да, с одной стороны по 2 белых льва. По-моему, мост со львами так и называется. А может и нет, а может я путаю. Какой? Да, конечно, я путаю. Это же канал Грибоедова должен быть, а тут мойка. Я слышал какие-то писки. Теперь гулять веселее. Нет, гулять веселее — это когда не кофе. Да, или кофе с чем-нибудь. Итак, смотрим. Уже 59-й дом, а нам нужен 55-й. Вот вижу, как раз вот уже ограда, там деревья торчат. Кстати, да, что-то я вот увидел этот магазин. У нас в Петербурге уже начали готовиться к Новому году. Как ни странно. Ой, тут-то какую красоту наводят. Вот, начали готовиться к Новому году. И уже начали украшать всяческой иллюминацией магазины, к студии красоты, ну и что-то такое. Очень классный дом отреставрировали. И квартиры продаются, видимо, за очень какие-то дикие деньги наверняка. Но это ладно. Надо понимать, что здесь буквально в 2 минутах отсюда у нас фонтанка. Опачки. О чем мы? А мы не попадем, походу. Вот, здесь у нас в этом доме жил великий русский путешественник и ученый Николай Николаевич Миклуха-Маклай. Ничего себе. Вообще, вот эта арка, она была открыта когда-то. Я вот не знаю, как сейчас. Слушайте, мы не попадем. Бляха-муха. Печально. Печальненько. Да, ладно. Так, тогда сейчас, пока мы далеко... Ну, на улице нет, все деревья, все во дворе. Так, я хотел зайти во двор дворца великого князя Михаила Александровича. Это исторический особняк, расположенный на английской набережной в Санкт-Петербурге. А как это он на английской, когда он не на английской? Или это я уже что-то путаю? А, уже английская. Английская. Почему я так думал? Ладно. Так, хорошо. Там еще есть особняк Румянцева. А может быть особняк Румянцева? Нет.
Ладно. Не удалось. Зато кофе зашли, взяли. А то, что ни одного деревца, в принципе, мне уже как бы глаз, скажем так, и избит. И ничего странного я в этом не вижу. Все нормально. Мне больше нравится, знаете, когда вот с этих голых улиц, с этих каменных оберток ты поворачиваешь во двор в какой-нибудь. Вот давайте, например, здесь вот заходим во двор, и во дворе есть зелень. Вот это мне нравится в разы. Здесь, конечно, какие-то просто тополя. Ля-ля-ля, тополя. А может быть, даже у нас здесь, знаете, получится сейчас это насквозь пройти. Ну, это было бы прикольно. Кстати, я вот выкинул стаканчик этот веселый в эту мусорку. Хотя вряд ли мы здесь на английскую набережную выйдем, ибо там очень все плотненько и наверняка никакой ни одной арки нет. О, виноград. Считайте этажи, да? 1, 2, 3, 4, и он туда на крышу уползает. Такая вот шпалерина. Так, следующий дворик. Вот такая зелень мне очень сильно нравится, когда в этих дворах. Да, и тут вот черная лестница. И вот, видимо, уже вот этот особняк, окна выходят на набережную, на Неву. Вот. Ну, вот такой двор. Причем как будто бы там отблескивает стекло, у кого-то окно. Скорее всего, да. Прелестно. Вряд ли здесь можно заехать на машине, потому что вот у кого-то здесь то ли подвал, то ли что, не заедешь. Никто во дворе у тебя не стоит, не тарахтит, не это, выхлопными газами не воняет. Это приятно. Так, очень мне хочется тоже сделать остановку и подключить пауэрбанк. Потому что я себя-то кофем заправил, надо и телефон заправить. О, смотрите, квартира номер 13. Или здесь еще. Ну, с отдельным входом я имею в виду. Классно, классно. Тут как бы и плюс, и минус. Мне нравится сама идея, что у тебя отдельный вход. А с другой стороны, это первый этаж. Это первый этаж. О, офигеть, какие вы классные комментарии разнополярные пишете. Кто-то пишет интересный дворик, уютно, а кто-то пишет мертво выглядит все. Да, видите, сколько людей, столько мнений. И красота в глазах смотрящего. Это... Я уже что-то даже... особняк Румянцева тут у нас еще есть. Я уже даже с этим не спорю вообще и в полемике вступать не хочу. То есть, видите плохое, смотрите. Я точно знаю, что есть люди, которые видят красоту. Так, напомню, мы здесь уже проходили. Это здесь у нас тоже вот через дорогу там с деревьями виднеется Великокняжеский очередной дворец семьи Романовых. Николаевский дворец. Это тот, в котором находится
почта. Так, время 4 часа. Время 4 часа. Николаевский дворец. Почта работает до 4. Мы опять на почту не успели. 9 минут. Закрыто до понедельника. Нет, она должна была до 5 работать. Суббота-воскресенье выходной. Ну, окей. В очередной раз не показал вам почту, которая отделение почты, обыкновенная Почта России, которая находится в Великокняжеском дворце. Ну что ж, ничего. Подходим к английской набережной. Мост, когда-то называвшийся мостом лейтенанта Шмидта. Сейчас название вернули Благовещенский. От словосочетания «благая весть». Ну, так уж по-простому скажу. Но эту почту не смогли опять зайти. Да. Так, слушайте, у меня мысли-то не было. Мы как-то вот сейчас подходим, и я вспоминаю. Ну, я же, как говорю, я как тот Чукча. Что вижу, то пою. И я Чукча-самурай, вот. Чукча-самурай, да. Что вижу, то пою, и нет цели, есть только путь. Так, а здесь что? Опачки! Английская набережная это перекрыто, что ли? Да, помню, я тут на велосипеде рассекал. Переходим мост, идем на Ваську. Я так, матча. Я только в пандемии узнал свой город, до этого не было времени гулять по нему. А про свой город вы имеете в виду какой? Помните, мы здесь проходили, уже было темно, уже было все в подсветке. Сейчас при свете дня пройдемся по мосту. Мы по Васильевскому острову гулять сильно не будем. Мы сейчас идем через него транзитом. Пройдем, наверное, на Тучков мост. Скорее всего, да. Пойдем на Тучков мост. По Биржевому не так давно вроде ходили и а нет, слушай, на Биржевом мосту со стороны Петроградки сделали пешеходный прокол под мостом. Теперь там в том месте можно переходить дорогу. Да. Алена с вами абсолютно согласен. Ой, мы, кстати, вот тут в одну из прогулок в онлайне ходили по этой набережной. Ни одного корабля не было. А сейчас и там и парусник стоит учебный. И вот какой-то сухогруз. Как будто здесь уже ледокол речной, что ли. Так, Виталий, приветствую, Роман, классные виды. На что? На калькулятор. На телефон, на что снимаю. Сейчас же в онлайне как, на что я могу? Я пробовал разные варианты, но тебе все равно надо как-то это все дело передавать в эфир. И всяческие какие-то средства дополнительные технические использовать. Но просто в какие-то моменты нецелесообразно. Поэтому просто мобильный телефон и понеслась.
Так, хочется, знаете, на какую улицу? Как-то на Порепина, наверное, пройтись, да? Да. Пройдемся по улице Репина. Это та, что самая узкая улица в Петербурге. Если кто-то помнит. Ну или можете меня поправить. Так, направо вам покажу. Там все в дымке. Да и сильно и не видно. Сейчас я этим встану. Так, хоть. Что мы видим? Мы видим Эрмитаж, Зимний дворец. Правее Желтое Адмиралтейство, Дворцовый мост. Поворачиваем голову налево, башенка Кунсткамеры. И перед Кунсткамерой это вот красноватое, не знаю как правильно, с белым, торчит на набережную здание 12 коллегий. Далее зеленое здание, дворец Петра II. На небе не облачко. Я бы сказал, что на небе одно большое облако. Так, и правее, конечно, мы тут что тут забыли, это Исаакиевский собор. Все. Самая грустная улица Репина. Почему грустная? Не грустите. Возьмите этого... что-нибудь и похрустите. Что там грустного у вас? Нет. Ничего грустного нет. На небе не облачко. Какое не облачко? Это вот одно большое облачко. Вот там, видите, вдалеке генератор облаков на Адмиралтейских верфях. Кстати, да, уже будет темнеть, в районе 5 часов совсем все грустно встанет, а 5:30 уже станет темно, поэтому... Подождите, я же хотел остановиться. Так, делаем остановку, я подключаю пауэрбанк. Совсем вы меня заговорили? Так, давайте с таким видом на акваторию Невы. Да, через час с небольшим, ну, где-то уже 5:30, что ли, почему-то не помнится. Эти дни темналось. В 5 уже будет закат. В 5 будет закат. Прею в этой куртке, жарко. Так, в блокаду. Так, я тут пропустил сообщение. В блокаду туда свозили трупы людей, потому что она узкая. Вот такая информация. Я скажу так. Не только туда, и не только свозили. Поэтому... Вообще, я вот эти все моменты, связанные с блокадой, на самом деле стараюсь обходить, не упоминать и зачем лишний раз теребить. Это отдельная тема для отдельного разговора и отдельного настроения. Поэтому, если думать об этом всегда, то можно просто закрыться дома и никуда не ходить. Уж такое мое мнение, извините. Так что, вы предлагаете по Репино не ходить? Мне вот как-то хочется все-таки на светлых моментах останавливаться и думать о них, дабы двигаться вперед. Все... Да, подводная лодка... А давайте приближу. Но она там вот на пирсе так чуть еле-еле видна. Далековато. И, знаете, такая дымка на горизонте. Так что нет, идем к парку. Сейчас нам придется поплутать
Потому что здесь ближайший светофор у нас чуть левее, в районе 8 и 9 линий. Или как? Какая здесь? Что-то я уже забыл. Путаюсь. Здесь же не будет перехода, но она будет, да, туда, к 8 и 9 идти. А 6 и 7, вот, ну, короче, ладно, идем. Те. Рыбаки. Ольга Савельевна, всего вам доброго. Ой, Ольга, какое кощунство у вас в голове. Вы уж извините. Оба! Я же не отрицаю. Ну и ладно. Что спорить? Что доказывать ослам? Ну, сено есть сено. Корюшка. Нет, корюшку не сезон. И корюшку так не ловят. Корюшка рыба достаточно мелкая. Много ее надо. Ее сетями, пауками. Как-то так вот массово вылавливают. Да, давайте Ольге пожелаем всех благ. Хорошо учиться. Не подводить маму с папой. Конечно, корюшка только в сезон. Она только весной. Дальше она по ресторанам какая-нибудь, возможно, замороженная. Это, знаете, это как на Черном море барабулька. Да? Вот я этим летом был в Крыму, и я как-то вот все думаю, вот сейчас барабульки поем, и 5-10. А что оказалось? Оказалось, это не сезон, и все, ее нет. Точнее, она в июне там во многих ресторанах уже закончилась. И закончилась замороженная. И барабульку можно было только попробовать, скорее всего, вяленую. Воу-воу. Товарищ с холодильником. Так. Тут товарищ на Cloud Tips'е пытается обидности писать, но вы их не видите, вижу только я. Отвечаю на твой вопрос, большой человек. Проблемы такой не имею, соответственно, никак ее не решаю. Видимо, у тебя нос большое все, и это проблема. Операцию делают обычно, кто-то уменьшает, кто-то увеличивает. Так в меню-то она всегда есть, а в наличии. Я зашел в пару ресторанов в Ялте, и там барабулька была, я такой довольный сел, все, настроился, давайте, несите. Они говорят, ну нету. В меню-то есть, а в наличии...
Так, что у нас? 8-я, 9-я линии, Васильевский остров, Университетская набережная, или какая там у нас по счету. Секунда. Так, а Яна, вы про барабульку, которая с кишками жарится, я вам скажу так. Корюшка тоже так же жарится. Она мелкая, что ее там потрошить? Навага мелкая, которая тоже бошку отрезал, пожарил, все. Здесь ловят чего? Я видел судака вытаскивали, окуня вытаскивали. Ну что, нормально? Какая-то рыба. Понятно, что промыслового значения не имеет эта рыбалка абсолютно. Люди, кто-то в игры играет на компьютере, на телефоне, а кто-то вот далеко не ходит, на озера не ездит, в горы не забирается, а просто идет на набережную Невы, закидывает удочку. Кто-то, вот я там, да, смотрел на поплавок, кто-то на донку, кто-то на блесенку. Ловят просто ради процесса. Рыбу кто-то, возможно, отпускает, кто-то забирает домой, кормит котов. В Петербурге любят котиков. Так, как же здесь пойдем? Как же пойдем здесь? Ну, мимо пройдемте. Мимо Академии художеств в Румянцевский сад, и там как раз на улицу Репина. Корюшки, мяса больше, ну слава богу. Слава богу. А в наваге еще больше. Кто знает рыбу навагу? Вода — это корм для котов, плюс медитация природой. У меня дядька любит по лесу шататься, грибы собирать. Вот он, у вас дядя занимается тихой охотой. Грибник. Нижний Новгород. Ох, было у меня такое желание этим летом в Нижний Новгород скататься на выходной какой-нибудь. Надо, наверное, следующим летом посетить. Тем более, что есть прямой поезд Петербург-Нижний Новгород. И вот со стримом погулять по Нижнему, а может быть и просто видео снять. Кремль Нижегородский. Вот весь верхний город. Стрелку посетить. А то я там бывал еще точнее во время реставрационных работ, когда город готовился к празднованию 800-летия.
никогда с вами не ходили по набережной Макарова. Ходили? Ходили. Прошлый стрим я, по-моему, и шел, или позапрошлый. Шел от Ленина, от ледокола Ленин. И вот здесь мы дошли до моста. Мы через мост перешли, пошли в Новую Голландию. Это был прошлый стрим, да. А там мы до Казани не дойдем. Казань вообще отдельная история. Казань... Там можно сесть, кстати, да, на теплоход и с Нижнего Новгорода дойти до Казани, да. Через дорогу. Узнаем. Сфинксы. Настоящие. Неподдельные. Прямо из Египта приехавшие. Что-то сегодня тут... А нет, туристический автобусик есть. Туристов привезли. Все нормально. Сюда мы, кстати, тоже уже заходили. Академия художеств. Вот мы уже и подошли к Румянцевскому саду. Или нет, прогулка была, так и называлась, по Ваське. По Ваське мы ходили. Позапрошлый стрим. Да, мы по Ваське гуляли, по Большому проспекту преимущественно. И вот на обратном пути мы еще и на Новую Голландию привернули. Шуть-шуть. Ай, слушайте, я запутал, да. Вообще, да, кстати, это там набережная Макарова, где домик Петра. Все, я что-то во времени и пространстве перенесся не туда. Прошу прощения. Была у меня мысль в ту сторону метнуться, но не сегодня. Как-то у меня сейчас идея это дойти до Петроградки. Потому что если нам сейчас идти, Стрелка, Петропавловка, и вот там уже набережная Макарова, Аврора. Ну давайте так, а давайте голосование. Давайте в чат понаписывайте. Вариант. Идем на Петроградку и... Ну, Петроградка, это мы сейчас окажемся в районе станции метро Спортивная, Тучков мост. И там я как-нибудь Большой проспект и вот такими нехоженными тропами. Или же пойти в сторону Авроры. Да господи, от Биржевого до Тучкова. Подождите, я вообще что-то... Почему? Я все перепутал. Ай-яй-яй-яй-яй.
А почему я тогда думаю про Петровскую набережную? Это я прошу прощения. Почему-то я... Короче, вариант Аврора. Другой вариант. Идем сейчас по первой линии. Точнее, не по первой линии, а по Репино. Идем в сторону Тучкового моста. И по Тучковому мосту переходим на Петроградку. И там оттуда уже там, где-нибудь Чкаловский проспект, еще что-нибудь. Вот. Или мы идем до Тучкового моста, но по мосту не переходим, а идем вдоль набережной Макарова к Биржевому мосту. Давайте так. К Биржевому мосту. Через Биржевой переходим на Петроградку. Но опять же, тут вопрос. Но если мы там перейдем на Петроградку, тогда я пойду улочками исторического района Мокруши. Вот. И там улочками. И, кстати, к Авроре можно выйти. Но тогда мы не пойдем на Петровскую набережную. Домик Петра у нас останется впереди, чуть сбоку. Но пойдем в сторону Авроры. Бармалеева, это ее название дал Чуковский своему разбойнику. Ну, а этот рассеянный с улицы Бассейной. Кто кому дал? Так, сейчас надо еще подумать. Жизнь без прикрас, говорит Аврора. Кто-то говорит Петроградка. Но мне так хочется, знаете, если все-таки там как бы или. Потому что расстояния-то приличные. И набережную Макарова тоже хочется. Тын-тырын-тын-тын. Весь вопрос как? По Макарова в какую сторону пойдем? От Тучкового моста к Биржевому или от Биржевого к Тучкову? Хотелось мне по Тучковому мосту перейти. Но я и хотел по улице Пум-пум-пум-пум. Блин, прям такие взаимоисключающие варианты у нас. Монетку бросить, а у меня монетки с собой нет. Ох. Так. И я все равно, вы предлагаете, я как тот водитель рулю, и я должен принимать решение сам. А если будет полумера? Знаете, как есть покер, а есть полупокер, да? Не, полумера тоже не очень. Там просто есть зебра посередине на набережной, и мы целиком-то ее не пройдем. У нас одна из новых ИТ-систем называется Аврора. А что за ИТ-система, что она делает? Аврора. Даже интересно. Аврора. ИТ. Не знаю, кто такая Аврора. Пошли в Колпино. Угу. Одна нога тут, другая там. Я так понимаю, благодарный зритель что-то начинаю припоминать. Что-то у меня рука потянулась за вторым телефоном. Да, только та бассейна теперь не Красова, а бассейна теперь на Парке Победы. Да. Про торговый бизнес. Ну, все равно, что ООО «Ромашка», да. Ладно, я тут стою заодно, знаете, передыхаю. Просто нам, чтобы на набережную Макарова оказаться. Пофиг, давайте. Идем на набережную Макарова, но немножко по-другому. Так, кто хотел, ликуйте. Кто просил,
благодарите. Особо инициативы не увидел в чате. Поэтому как пойду, так и пойду. Оп, лёвы. Нормально. Но про улицу Репина, да, вот мы видим сейчас фасады домов, какое-то расстояние тут между домиками. А оказывается, там у нас целая улица прячется. Печальные дни истории, уже мы упомянули про нее. Так, знаки у нас говорят о чем? О том, что в принципе парковаться нельзя. Да, у нас с 8 до 8 работает эвакуатор. И заезжать. Но заезжать-то жители могут, но парковаться в принципе нет. Паркуйтесь во дворы, да? Но видим, машины стоят. Так, не было чего еще раз? Правильный выбор. На Макарова не было еще прогулок. Ну, набережная, слушайте, она... Да, согласен. И спасибо за такую подсказку. Набережная, которая всегда остается в стороне. Вот всегда. По ней никто не ходит. Ну, я про туристов в целом имею в виду. Ибо зачем, да? Поводов-то нет. То есть вы или на спортивной, и там дальше куда-то чешете, ну, скорее всего, там, или в сторону. Опять же, спортивная тоже интересная сама по себе, если станция метро. Опачки, стоять. Кто это тут у нас? Начальник двора? Да, Котя? Такой, знаете, это с драным ухом. Станция метро спортивная, недавно сделан, ну как, в исторических масштабах недавно выход второй выход, то есть первый на Петроградке, а второй на Васильевском острове. И под Невой сделан подкоп и пущен траволатор по этому подкопу. И вы по этому траволатору едете и понимаете, что над вами просто тонны, сотни тонн воды. И если это все бахнется, ну, конечно, об этом думать не надо, но, да, мурзики тут у нас хорошечные. Ну, вот видите, знаки были, но чё, мы паркуемся, нам нормально. Чё такого? Так, кто-то еще до сих пор голосует за Аврору. Противно, мне больше почему-то... А мы, слушайте, Дмитрий, мы не сравниваем станции метро. Такой цели нет. И они абсолютно несравнимы, да. Станция метро спортивная, она технологически уникальна, двухуровневая, будущее, ну, заложенная как кольцевая. Да, смешно в Петербурге думать о том, что когда-то здесь будет у нас кольцевая ветка, но... Опачки, Евгения, от всей души
переходим Большой проспект Васильевского острова. Продолжаем двигаться по улице Репина. Так, тут еще каких девушек, женщин. Так, ну, благодарный зритель, не вижу твоей благодарности. Так, интересно, а тут знак. Так. Ну прямо и направо, да. Как-то плохо тут работает эвакуатор. Раз эти машины до сих пор, во-первых, тут стоят, во-вторых, вообще позволяют себе тут останавливаться. Но ничего, мы переживем. Пусть об этом беспокоятся местные жители. Вот тут должен возникнуть закономерный вопрос. А где все люди-то? Ведь любите меня спрашивать? Где все люди? Я не в курсе. Возможно, я вас вожу по каким-то бутафорским местам. Это, возможно, Ленфильм. Это отдельно выстроенный копия Санкт-Петербурга, съемочная площадка. Ну и вот актеры все на выходном. Ну, вариант такой, как вам. Вот, как раз Дмитрий об этом пишет. Про камешки, Яна, вы, наверное, про брусчатку спрашиваете. Так, спрашивают про погоду. Говорю, что ни шапки, ни перчаток не надо, плюс 10. Ветра нет. Про брусчатку, скорее всего, нет. Не старая. Потому что, ну, и вот видел я старую брусчатку, она со временем, знаете, все-таки скругляется. А здесь достаточно у этих кубиков грани островатые местами. Поэтому, скорее всего, новодел. Но под старину. И слава богу. Видите, здесь же всякие эти колодцы и прочее. То есть, в любом случае, здесь все это копалось. Ну и плюс по тротуарная часть, это вот новодел все. Это апокалипсис. Да, не, наверное, еще вариант. По телевизору начали снова показывать сериал «Клон». И все смотрят телек. Ну, как вариант. Не знаю, никогда «Клона» не смотрел. Никто в моем окружении. Но про такой сериал слышал. Опять же, видите, я вас вожу какими-то задворочками, непарадными улочками. Вот мы сейчас выйдем к Среднему проспекту, и по левую руку будет остановка автобусная. О, чайки орут. Будет остановка автобусная, и на остановке будет много людей. К чьему сожалению? К вашему. Ну, сочувствую.
Я сериалов не смотрю, не знаю. Тему не поддержу. Оп, тоже проходной дворик. Там с воротами деревянными. И можно пройти. Ну, вот, например, я в Калининграде брусчатку, вот еще немецкую видал. Там, ну, брусчатка так брусчатка. Здравствуйте, там как бы это... Или брусчатка, которая у нас сейчас выложена из старых камней на Петропавловскую крепость. Там на каблуках вообще не суйтесь. По обочине там надо ходить. О, еще один двор проходной. Это я вам говорю о том, что есть целая сеть проходных дворов здесь на Васильевском острове, которая между средним, большим и малыми проспектами. Дабы вам не выбегать на проспект и там целые кварталы не огибать, можно через дворы пройти все. И такие видео... Оп, что здесь? И такое видеопрогулка у меня на канале есть. Там, по-моему, даже плейлист, что ли, я отдельно создавал. Проходные дворы Васильевского острова. Так, в любом городе так. Людей много, только не центральных, там, в районе метро. Это как бы точка притяжения, да, все стекаются со всех сторон. А здесь-то что? Здесь люди просто живут, да? Ты пришел, домой зашел, и ты сидишь, ты же не ходишь туда-сюда. О, смотрите, и вот тут во дворе, например, да, брусчатка. Хопа. Уже другой камень абсолютно. Он больше, он какой-то более сглаженный, кстати. Возможно, даже здесь постарее брусчаточка. Вот. Ну и вот, улица Репина у нас заканчивается. И вот смотрите, Средний проспект вышли. Люди появились. Машины. Кто-то к метро идет, кто-то от. Так, вопрос, почему все ворота открыты? Ну, не все. Открыто это раз. А во-вторых, все решается на общедомовых собраниях. Ну и во-вторых, точнее в-третьих, вот это, про эту сеть проходных дворов, о которой я говорил, она существует достаточно долгое время. И закрыть эти дворы — это смерти подобно. Эти будут дворы, кто закроет, эти замки будут спилены нахер сразу. Потому что, правда, вот, расстояние между Средним проспектом и Большим, да, и с этой стороны между Средним и Малым проспектом, достаточно большие. И вам, чтобы там с одной линии пройти на другую, это вам надо чего? Там бежать с одного проспекта на другой, огибать, это никто не будет. Опять же, вы как турист, вы так и сделаете, там, если по какой-то причине вам там куда-то надо. Местные жители, которые ходят каждый день туда-сюда, так делать не будут. Во-первых, они знают все эти проходные дворы, все эти короткие маршруты, и ими пользуются. Вот, например, здесь, да, ворота. Вот они сейчас, машина выехала, они закрываются, все. И на входе калитка, домофон. Это не праздный вопрос, так как я в стадии смены работы и переезда в Петербурге. Но я думаю, вопрос-то что? Про дворы, про ворота? Я думаю, это далеко не первое и даже не 10-е, о чем надо думать при переезде. Потому что если вы уж и будете жить в одном из таких дворов, вдруг, внезапно, у вас хватит мульонов 1000
и вы купите себе квартиру на Васильевском острове или на Петроградке, у вас будет ключ, вы будете спокойно ходить и выходить. Это как у Винни-Пуха шарик замечательно заходит, да? Вот здесь ворота, они тоже есть, все нормально. Все закрыто. Опять же, все в частных случаях. Ну и есть такие дворы, где, я про решение собственников. Кто-то решил закрыть, кто-то не смог договориться, и все. Чаще закрывают, во-первых, опять же, двор может быть непроходным. Соответственно, закрыв его на замок, вы никому не помешаете. Вы помешаете лишь тем, кто захочет в вашем дворе припарковать свою машину. А парковочных мест мало, потому что бесплатных. Потому что у нас все больше и больше в центре, и уже расширяется от центра платные парковки. Все. Ну и люди закрывают эти дворы. Именно, давайте так еще, такой момент немаловажный. А где здесь переходить? Здесь все нормально. Немаловажный момент. Ворота закрыты. Вы имеете ворота для машин или ворота калитки для человеков? Это две разные штуки. Так, зеленый. Отлично. Смотрите. Здесь вход в станцию метро спортивная. Организован. Сейчас вам рассказываю, кто не был, а кто знает. Так, слушайте, нам в любом случае, мы сейчас здесь зайдем. Мы зайдем сюда только для того, чтобы перейти дорогу. Мы в само метро спускаться не будем. Калитки для человека, я про них говорил. Вот. Еще раз говорю, проходные дворы и вот эти калитки никто не закроет. Я один такой двор знаю, он между 9 и 10 линиями. Там с одной стороны не закрыто, а с другой стороны люди закрыли почему-то. Вот. Ну и вот тут вопрос, долго ли эта калитка просуществует. Но это вот только проходные дворы. Они исторически сложились, они так и будут. Они никуда не денутся. Так, дальше у нас уходит уже, мы в саму станцию метро идем, но нам сегодня не надо. Вот, мы сейчас выйдем. Вот, тут есть этот. Ладно, схема нам не интересна. Не все дворы проходные, вот и все. Те, которые проходные, они и проходные. Что-то я вот одно и то же что-то на месте топчусь, не могу ответить. Те дворы, которые не проходные, там, тупиковые, они просто... их легко и просто закрыть, и никто эти замки не срежет. Так. Вот спустившись здесь, в метро, то есть там еще выход есть, там заход, вы спускаетесь, встаете на траволатор, и по траволатору горизонтально едете, можно сказать, что вот в районе моста, под водой, под землей, на ту сторону, и там еще спускаетесь вниз. Или здесь вниз спускаетесь, а потом едете. В общем, как-то так. И оказываетесь на станции метро Спортивная. Сама станция метро, вот поезда останавливаются там. И до туда вы поедете. Не в ее ворота, к сожалению, открыты. Не понял. Это переход же такой, чисто под дорогой. То есть мы не глубоко здесь спустились. Так. Ничего не буду говорить. Ладно. Темнеет, смеркалось. Набережная Макарова. Идем как раз между Тучковым мостом в сторону Биржевого. Вот там у нас впереди. Почему нет самокатов и людей на них? Не знаю, почему не встретились. Не знаю. Самокатов много. Все парковки у метро. И слава богу, что не встретились.
давеча, как вчера, у меня случился конфликт с одним из таких самокатчиков. Он как раз в одном из подземных переходов просто ехал на полном ходу, подскользнулся, упал, с самокатом прилетело в девушку. Ну и, собственно, вот с этим самокатчиком возник конфликт по этому поводу. Абсолютно люди неадекватные, а еще он орал, что типа, а чё, это же не проезжая часть. Я говорю, вот именно не проезжая, ты, блядь, иди, ну как бы это нормально все с тобой. Ну вот так. Не знаю, почему сейчас. Ну, во-первых, да, холодает. Во-вторых, слушайте, нет, мы стояли на одном из светофоров, рядом стоял самокатчик на желтом самокате. Он, конечно, был еще с желтым коробом, но... Ну, давайте, вот вы про самокатчика заговорили, я в следующий раз его как только увижу, так сразу буду пальцем тыкать. С противоположной стороны у нас виднеется люстры стадиона Петровский. Там у нас Петровский остров. Именно Петровский остров. Есть Петроградская сторона, а есть Петровский остров. По Петровскому острову я тоже уже отдельно гулял. Видео есть. Там в конце яхт-клуб, не яхт-клуб, а как? Ну, наверное, яхт-клуб. Спортивный, прелестный. Алексей Выгодин, привет. Теперь их не могу, они даже по правилам обязаны спешиться. И... Так о том и речь, это всегда про этих... Что у нас? Самокат — это средство индивидуальной мобильности. В правилах дорожного движения там отдельно оговорено, как им и где можно ездить. В следующем году, 1 марта, правительством планируется опять вносить изменения в правила дорожного движения. И там уже средства индивидуальной мобильности как-то немножко еще посильнее причешут и прижмут. Потому что то, как сейчас, знаете, вроде бы правильно и оговорено, но так как люди себя ведут в жизни, да, они ж, если человек ведет себя как говно на самокате, ну, в смысле, не он говно на самокате, а ведет себя как говно, и он на самокате, так он и в жизни так себя ведет, везде. И дома, и на работе, и на учебе, и в магазине, и везде. Что вы от него хотите? Юрий Просвет присоединился, да? Приветствую. Так, что-то еще было. Ага. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, у нас тем временем уже 3-й час, как мы, точнее не 3-й час, а 3 часа, как с вами гуляем. У нас на носу уже 5 вечера. Собирается темнеть. Так, друзья, вот в этих местах, где набережная Адмирала Макарова, некоторые находят здесь по берегам... Алексей Выгодин. Ну, я же не говорю, я про Просвет говорю. Так, кто-то находит остатки крепостной стены под водой. И говорит о том, что раньше тут вообще Петром город и не строился. И здесь были сооружения и оборонительные, и 5-е, 10-е, и вообще город откопали. Вот так и живем. Но это вот всем любителям альтернативной истории. Любите. О, вот здесь через дорогу Бутербродский, или как, Бродский, нет? Да, Бутербродский. Местечко примечательное, опять же, не рекламы ради, но когда-то в него захаживал.
ребята делают сами неплохие настойки. Ну и интерьер там интересный. Так что бар Бутербродский рекомендую. Время летит незаметно. Так, стоять. Это волнорезы. Ну слушайте, какие волны и что тут резать? Тут-то резать что? Ну какие волны? Тут в Неве волнорезов нет. И волн тоже, соответственно. Точнее, волн нет и, соответственно, волнорезов. Тут что-то от набережной оставалось. Как-то строили, как-то не утащили. Но это тема отдельная. И интересующиеся, я думаю, могут сами ознакомиться, сходить на каналы специализированные, которые специализируются на альтернативной истории и втирают какую-то дичь. Да. Что есть, то есть. Тут как бы не отнять. Так, батарейка села, зарядилась. Так, я тут немножко сейчас приостановлюсь. Друзья, вы с видом останетесь на эту прелестную стройку. Так, я так в крепости откопали первую деревянную земляную Петропавловскую крепость на глубине почти 9 метров. ПТВ были... Ну, слушайте, если мы сейчас говорим про Петропавловку, там да. Там откопали. Ну, во-первых, Заячий остров и вообще вся эта местность ранее была заселена финнами. Деревни были деревни. Возможно, были какие-то и деревянные укрепления. Почему нет? Опять же, мы говорим про тот же район Автово, да? Там была финская деревня. Мы сегодня упоминали район... Господи, что-то у меня из головы-то вылетело. Нарской заставы. Там тоже была финская деревня когда-то. Так, по поводу волн в Неве, когда плыл в Петропавловку, они знатные. Не знаю. Если только те, которые создаются тем плавсредством, на котором вы плыли. Ну или шли, или как это правильно. Так вот, чтобы прямо волна, которую надо резать, это как бы, ну, для меня, да, Балтика. Даже в районе Комарова, Репина, вот это все. Там вроде волнорезов нет ни одного. Там мелко, там волны-то как таковой нету. Финский залив мелкий. Волн больших не имеется. Там только вода поднимается очень быстро, стремительно. Опять же, за счет того, что Финский залив мелкий. Как только получается волна в самом море, ветровая, которая нагоняется в Финский залив, весь объем воды приходит в эту мелкую часть, и катастрофически очень быстро. Почему вот эти все наводнения были в Петербурге такие внезапные? Потому что вода поднималась там, ну, за сутки на несколько метров. Ну что, это такая особенность рельефа Финского залива. Или та же самая Балтика, но в районе города Калининград. Вот это все курортные городки: Светлогорск, Зеленоградск. Там все в волнорезах. Причем волнорезы деревянные. Ну, я уж не говорю про Черное море. Там вот в Крыму все в этих бетонных волнорезах. Потому что там, когда шторма, там ого-го, какие волны. Пляжи смывает к чертям. Поэтому не знаю, я спорить не буду. Опять же, каждый верит своим глазам. О,
мост, хотел сказать, подожгли, зажгли. Зажглась подсветка, но почему-то только с одной стороны. О, и левая часть загорелась. Отлично. Так, врут. Ой, и тут подсветочка загорается. Так, за сегодняшний стрим за 3 часа было всего лишь 5 донатов. Благодарю Евгению, Ивдель, Людмилу, Метри и 2 анонима. Низкий поклон. Подходим к стрелке. Уже одна из растральных колонн, эта красненькая, показалась. Слушайте, по времени мы пока дойдем до Авроры, если мы все-таки на Аврору собираемся, уже стемнеет. Уже будет темненько. Ну, слушайте, в район Авроры идти я за. Давайте, да. Сейчас мы пройдем до Авроры, да. Вот, Дмитрий, да, через 20-30 минут. Ну, да, в 5 уже все. Начинается закат, а 5:30 уже темно. А время уже 11 минут. Ой, тут еще, смотрите, до сих пор прогулки по Неве. Вот это, кстати, редко я такое замечал, что люди на носовую часть, ну это вот двухпалубник большой, он по рекам и каналам не ходит, это вот только по Неве, и, видимо, Финский залив выходит этот кораблик. Так, кто кинул донат, вернется 100 крат. Мария. Мария, вы маркетолог? Я ничего против не говорю, я только за. Да, сейчас немножко подтемнеет, и на контрасте будет все красивше, все замечательнее. Но картинка может немножко ухудшиться. Вот, я, наверное, даже включу. Давайте прямо сейчас я немножко камеру переключу на вот такую. Не совсем, чтобы широкий угол был. Так. И, наверное, давайте я чат надо уменьшить. А то что-то он у нас Ай-яй-яй, не настраивается. Так, нет. Репина тоже была, ну, понятно, что в ту сторону. О, тем временем мы тут что-то львов нашли. Лев каменных. Ой, тут у льва или отпадало, или это не цельный кусок каменный. Вот. Ну как бесполезен? Нормальный, широкий угол всегда нормально. Просто качество у этой камеры с широким углом похуже. Светосильность имеется в виду, наверное. Так, кстати, я раньше жил на улице Блохина, в доме 22 рядом. Ну да, вы имеете в виду тот собор, который у нас с той стороны, вот уже за строечкой, сейчас его не видно. А, купол там торчит. Да.
исторический район Макруши. Интересно. Район, в котором находится место из одной из работ Виктора Цоя. Та самая котельня, которую он нарек Камчаткой. Волкса. Ирина Николаевна только что подписалась. Приветствую. Да, про красоту мы уже сегодня говорили, что красота в глазах смотрящих, ну и, соответственно, все отсюда вытекающее. Так, отправила донат на Сбер на мороженку. Больше 3 часов прохода, вы даже нигде не присели отдохнуть. Ноги-то устали. Ноги нормально. Ноги натренированные. Не рекорд. 3 часа не рекорд. Возможно, мы, конечно, наш рекорд не побьем. Какой-то из последних стримов был 4 с небольшим часа. Все зависит от батарейки, от телефона. Так, смотрим набережную Макарова. Кто просил? Подсветочки. За донат, Яна, спасибо большое. Обязательно проверю. И в одну общую кучку положу. Там у нас за стрелочкой виднеется опять Эрмитаж. Зимняя канавка. Здесь у нас выглядывает из-за желтого здания, вот этими с белыми колоннами, здание биржи. Уже и в прошлый раз вроде рассказывал, говорил. Кто не слышал, здание биржи теперь реставрируется активнее. Его отдали Эрмитажу. И Эрмитаж своими силами, своими средствами, что ли, а может быть и за счет города, но со специалистами из Эрмитажа реставрируется, и внутренние залы будут использованы под экспозиции. То есть в скором времени мы сможем попасть на выставки в здание биржи. Компания роллеров. Вот так еще можно передвигаться по Петербургу в составе организованных групп. Много их. Кораблик с Москва. Но это Москва-то серия. Серия Москва, этих двухпалубных речных. Они все еще номерные. Там Москва 32. Москва 60. И вот все в таком духе. Легкий ветер, кстати, на мосту. Дует мне в левое ухо. Возможно, вы это слышите, возможно, нет. Но пока мы шли вот там среди домов, ветра не было. Военно-морской музей. Внутри под потолком висели настоящий истребитель. Музей там как-то был, но музей был в цокольной части, насколько я помню. Ну, посмотрим, как сделают. Очень интересно. Очень интересно. Я видел ролик от Эрмитажа, как они реставрируют. Там уже большая работа приведена. Я в предвкушении, на самом деле. А вот сколько в километрах, вот вы вовремя меня спросили.
Я опять в этот раз хотел включить на часах трекер, чтобы записать прогулку и записать маршрут. И потом отдельным видео выложить. И я опять забыл. В прошлый раз я не записал, потому что я забыл часы зарядить. Они у меня полуразряженные были. Сегодня я зарядил их, но я забыл их включить. Вы вот сейчас спросили, я сейчас только вспомнил. Вот, я про что говорил. Видите, вот это новшество. Я не про синюю стену, а про вот этот каменный парапет. Он под дорогой, пешеходный переход сделан. Мы сейчас по нему пройдем. Его открыли буквально в конце этого лета, насколько я помню. Ну, просто летом еще он не функционировал. Было закрыто по Выборгскому району. Нет, не совсем. Там было немножко попытки, но пока Выборгский... Ну, а как, вот скажите. Подождите. Я ходил от станции метро Господи, Гражданский проспект до Просвета. В общем, по проспекту Просвещения. Это считается Выборгским районом? Я думаю, считается. Вот. Отлично. Вот этого не было. Вот до этой осени этого туннеля, прохода под дорогой не было. И дабы как-то перейти, тут надо было кошмар, сколько переходов делать. А все для чего? Ради того, что здесь новый жилой, видимо, район или что-то строится, чтобы было комфортнее гулять по набережным. Не все об этом, видимо, переходе знают, поэтому здесь ничего и никого нет пока что. Да и тут особо идти незачем. Но вот мы воспользуемся случаем, пройдемся первыми. Знаете, теперь вот можно. Раньше же идешь с Петропавловки и упираешься в мост, и у тебя нет других вариантов. Ты по мосту переходишь Неву. Малую Неву. И все. А теперь вот можно перейти сюда, на эту сторону моста, по крайней мере. Понятно, что из-за стройки тут далеко никуда не уйдешь. Но. Вот. И что еще? Выборгский район. Показала практика стримов, что большей части зрителей не очень-то интересна неисторическая часть Петербурга. Я бы даже сказал, очень неинтересно. Поэтому, а смысл? Мы вот будем гулять здесь и не забывать про Невский, не забывать про открытошный Петербург, конечно, но как-то больше исторические районы всем нравятся, поэтому подождите, Алексей, конечно же, проспект Просвещения — это в Выборгском районе. Он в двух районах. Про Калининский-то район не забывайте. Так, здорово. Пойдем на выставке в здании биржи, значит. Главное, такая возможность есть. Так, вы меня, наверное, спросите, что за фрегат такой? Бутафория. Это все новодел. Это все ресторан. Это даже не один ресторан, а несколько. Вот тут даже что-то его начинают обшивать по новой. Причем, понимаете, да, у него с одной стороны темное дерево, а с другой стороны обшивают светлым. Но и у меня большой вопрос, как он до сих пор работает. Потому что вот с этим все мероприятия, которые на воде происходят, они должны получать, что-то типа разрешений, лицензий. И они срочные.
А несколько лет назад была информация, что их продлевать больше не будут. Соответственно, вот они дорабатывают какое-то время и все, должны свалить нахер. А они до сих пор работают. Вот. Вот здесь, в кормовой части, когда-то вот эти окошки непонятные, скошенные, когда-то был фитнес-зал. Я помню, что проходишь мимо, а там какая-нибудь беговая дорожка или велосипед, и какая-нибудь тетя Мотя педали крутит с видом на Неву. Прекрасно. Так, надеюсь, вас не укачивает. Тут резко камерой вожу иногда. Так, нам, наверное, абсолютно нет никакого смысла на Петропавловку заходить сейчас. Центральный военно-морской музей теперь на площади Труда. Да, музей теперь там шикарнейший. Это вот рядом с Новой Голландией. В очередной раз уже говорил и сейчас повторю: шикарнейший музей. Всем, кто любит играть в солдатиков и нравится оружие, и вот эта вся военная, вся милитари тематика, рекомендуется к посещению. Прямо надо. Был там, знаю, о чем говорю. Так, давайте-ка я немножко пауза-остановка. Мне сейчас надо проверить батарейку. Я быстренько смахну и снова вернусь. Хопа, надеюсь, вы даже не заметили. Проверил батарейку. С батарейкой отлично. Гуляем дальше. До Авроры дойдем. Так вот, стоит и стоит. Это ж не только он. Мы, кстати, сейчас к Авроре пойдем, там на Троицкой площади, то еще мимо тоже одного фрегата ресторана будем проходить. По-моему, до сих пор стоит. Но все остальные-то поубирали. У меня, соответственно, вопрос-то какой здесь подкрадывается. То есть занесли. Видимо, денег-то много приносит. Вот и заносят, делятся. У нас же в России как? Не делишься, на тебя дело заводят. Делишься. Оп. Так, что-то моргает, что-то со связью, друзья, не знаю. Так, Мачо говорит, я тоже не знал об этом переходе. Так никто не знал и, возможно, даже и не знает, потому что все работы, которые они проводили, они выглядели, как будто там реставрация какая-то идет. Просто забор, профлист и все. И вот забор пропадает, и уже как-то выше. И появляется нора под дорогой. И хорошо. И я полагаю, что вот там, вот это, где раньше был, где сейчас стройка идет, там же в советское время, напомните, поправьте меня, если сейчас ошибусь, что-то, какое-то парфюмерное производство было. Какое-то, что-то химической промышленности, что-то, какая-то история. Если мне не изменяет память. Потому что там и что-то собиралась строить Матвиенко или ее сын. Это вот как раз район Тучково-Буяна. Мне сейчас даже и не посмотреть. Так, это дом 14. Вот. Давай, проспект Сейчас гуглим, ребят. Я сейчас немножко остановлюсь, поставлю вас на этот камешек с видом на... Ясно дело. Так, на какое-то химучреждение. Сейчас. Что-то с парфюмерной промышленностью связано было. Так, гуглим. Добролюбова 14. Добролюбова 14. 24. 14.
Интернет пропал. Как так-то? Так, пропал интернет. Все, не загуглю. Ладно. Сейчас. Идем дальше. Гипрохим. Во, закрытый какой-то. Там вроде Гипрохим. Ну вот одеколоны делали. Вот у меня почему-то такая память с детства. Вот одеколон. Так, набережная. Опачки, вы посмотрите, тут мост делают. А вы знали? А вы знали, что здесь мост делают? Еще один. Через Кронверский этот канал. Ну, это повод пройти через Заячий остров. Да, кто не в курсе, Петропавловская крепость у нас стоит на Заячьем острове. Или остров Заячий, как хотите. О! И сейчас тоже, наверное, покажу то, чего вы не знали. А именно... Так, комплекс зданий Государственного института прикладной химии. А раз прикладной, соответственно, что это? Это разработка всяких... в том числе товаров народного потребления. А игра в городки вам что-нибудь напоминает? Это вот само название. Городки. И давно ли вы играли в городки или видели тех, кто играет в городки? Наверное, от силы вы видели волка в «Ну погоди», который играет в «Ну погоди». И вот здесь у стен Петропавловской крепости есть целая площадка для игры в городки. Сейчас я вам ее показываю. Оборудованы прорезиненные дорожки и цели. И вот люди, я так понимаю, приходят сюда со своими снарядами, строят городки и играют на полном серьезе. Опачки. Вот там человек видно, он прям на опыте. Городки. Единственный исконно русский вид спорта, говорит нам надпись. Городошный спорт 100 лет. В 23-м году случилось. Как вам такое? Теперь вы видели и знаете, что у Петропавловской крепости играют в городки. Снаряд бита. Тут даже какие-то специальные устройства для... Вот. Ну и дальше стена прорезиненная. А, вот. Тут места, где хранятся биты и вот эти вот для городков. Ничего себе. Что-то какие-то тут вот... В общем, друзья, любой может прийти, взять здесь, поиграть, ну и, конечно, за собой все прибрать, положить, как было. Как говорится, вернуть все взад. А, это городки. А мы подошли к Равелин Алексеевский с 2 воротами.
Да. Надеюсь, у нас пройти получится вдоль, не заходя в саму Петропавловскую крепость. Навстречу нам идет армия Китая. Видите, даже зимой у нас много китайцев. Так, сейчас подойдем к информационному щиту и посмотрим, что же здесь все-таки у нас строят. Капитальный ремонт объекта. Кронверский мост через Кронверский пролив. Но это не ремонт. Здесь моста никогда не было. Или я в какой-то другой вселенной жил до этого. Так, школа Ло. Школа Ло тут подобрались. Прикольно. А как ремонт? Там мост делают. Здесь не было моста никогда. Там мост делают. Там не набережную ремонтируют или что? А, или подождите. Да где? Да, мост делают. Или я не вижу отсюда. Ремонт, идет ремонт. Здесь не было моста. Какого моста ремонт? Как его можно ремонтировать, если его не было никогда? Здесь его строят. Нет? Я брежу. Новый строят, чтобы другой ремонтировать. Какой его другой ремонтировать-то? Здесь строят капитальный, видимо, железобетонный мост будет. Вот тот мост деревянный, и он всегда был деревянным. И с другой стороны мост, который на остров идет, он тоже деревянный. А вот этот, когда построят, его же никто не будет разбирать, он капитальный. Короче, я врать не буду. Это надо гуглить, читать все новости. Ха, прикольно. Так, нам кто-то присоединился. Летом тут гуляли, не было тут моста, так его никогда не было здесь. Конечно, не было. Просто строят новый. Информационный же щит там, где стройка. Понятно, стройка. Писать, что ремонт, какой смысл? Ремонт будет писать там, где деревянный. Пишите, пожалуйста. Ничего не понимаю. Ладно, я тоже. Ой, красота! Или зайти. Мы можем сейчас зайти в Петропавловскую крепость и транзитом пройти, выйти там у того моста. А можем сейчас быстренько промчаться вдоль набережной с видом на музей артиллерии в здании Кронверка Петропавловской крепости. Надеюсь, что такое Кронверк, объяснять не надо. И почему здесь и Кронверский канал, и тут вот, и Кронверский проспект, и вот это все, тут все Кронверское. Так, здорово, что в городки можно поиграть. Да, да. Я вот всегда видел, что играют, но я думал, люди с собой приносят. Ну хорошо, идем транзитом через Петропавловскую крепость. Прям бегом. Нигде не задерживаемся. Ну, это я так себя успокаиваю. По-моему, прошлую зиму или позапрошлую зиму, наверное, позапрошлую зиму я ходил. Снимал видео по Петропавловке. Этим летом как-то не с руки было
не снял, хотя были планы тоже и летом здесь погулять, потому что здесь открылся музей денег. Музей денег. Спросите, почему и при чем здесь Петропавловка? Да потому что Санкт-Петербургский монетный двор находится прямо здесь. Вот все вот эти вот монетки, которые вы в руках держите, и там, где орел, получается, с правой, в общем, под лапой у него есть... Ты ошибаешься, это все. Нет, пойдемте. Вот. Под лапой у него там может быть два варианта. Или буковка М, или СПБ. Это означает, что монета отчеканена или на московском монетном дворе, или на Санкт-Петербургском. Вот. Вы здесь в эти ворота заходите, и вот это здание слева с белой этой арочкой, это музей денег. Рекомендую к посещению. Музей современный, музей интерактивный. Очень много где можно покрутить, потыкать, полистать, по вообще все что угодно. То есть контакт иммерсивный. Недавно узнал, что на колокольне собора есть... смотровая-то есть, только вопросик, пускают ли и когда. Потому что я вот не слышал, что пускали. Там колокольня, и колокольня действующая. И пускают ли туда, это риск, что с колоколами кто-нибудь что-нибудь делает, там подергает. Если вот смотровая на 3-м ярусе, это не очень сильно... Запасной мост. Но я думаю, мост такой, который по тоннажности будет помощнее, нежели действующие деревянные. Опять же, деревянные, понятно, они стоят на деревянных сваях. Дерево под водой гниет. Тут как бы куда деваться. Ну и делают нормальный мост. Да. Потому что тут денег печатают. Тут надо тонны денег возить, конечно, туда-сюда. Видите, написано «Монетный двор». И предприятие действующее. Самое-то главное и интересное. Все, запасной мост. Понятно, что какой-то надо замену. Но я думаю, он будет не просто запасной, а он на постоянку. Потому что делают глобально мощно. Кстати, про брусчаточку. Эй, фокус, вернись. Ага. Вот здесь на каблуках тоже делать нечего, дамы и господа. Собор действующий. Во время службы вход бесплатный. А так билеты покупаете вот в этом здании и идете на экскурсию, смотрите на царскую усыпальницу. Еще из музеев, которые я рекомендую к посещению, и раз уж вы будете на Петропавловской крепости, в Петропавловской крепости, это вот музей, на который мы сейчас смотрим, Дом коменданта. Музей истории Санкт-Петербурга. Очень хороший музей, очень мне понравился, он линейный. То есть вы ходите по определенному маршруту, одному, в одном направлении, и по ходу вашего движения вы видите, как развивался Санкт-Петербург, как он менялся. Так, там чего? У меня опять эти сообщения отстают. Так, друзья, я сейчас переподключаюсь. Сейчас быстренько вернусь, не отваливайтесь. Почему-то у меня просто сообщения в чате появляются
с дикой задержкой. Ой, так, я раньше помнил, а сейчас забыл. Почему-то мне помнится, что третье окно. Но третье окно от чего? В общем, там вот за ним, по-моему, за этим окном, Петр Первый. Могу ошибиться сейчас. Вот. То есть в сам собор идти, ну, вопросик большой. Потому что, считайте, вы окажетесь на кладбище. Там одни гробы в саркофагах. Ну, как говорю, как есть, без обид. В какой-то момент там места стало не хватать. Вот. И построили дополнительно еще одно здание, усыпальницу царскую. С экскурсией это все посетить можно, посмотреть, как оно. Но там вся проблема в том, что в годы революции все было очень сильно разграблено и все понимаете. Да, подсказываете, что еще музей тюрьмы. Да. Как он называется, бастион-то? Сейчас скажу. Тут же два бастиона у нас. Я его сейчас просто как раз смотрю. Тюрьма Трубецкого бастиона, музей. Как раз вот он справа, если обойти, там в углу будет. В принципе, тоже интересно, потому что как крепость в военном своем предназначении Петропавловская не использовалась. Не случилось, не сбылось. Финны, шведы, никто не напал. Риск был, но не случилось. Ну и в дальнейшем Петропавловская крепость использовалась как турма для политических заключенных. И вот в бастионе Трубецкого там сейчас сделан музей, экспозиция, и вот можно сходить посмотреть, как там содержались, в каких условиях, как были камеры сделаны заключенные, в том числе и декабристы, по-моему, да, декабристы тоже до казни содержались там. То есть были одиночные камеры, вся эта история. Но в советское время, после революции, тюрьма тоже использовалась. Только там уже камеры были не одиночные, а там по многу, кстати. Тут у нас Никос Сафронов выставляется. Искусство здесь, говорят. Да, Заяц, Заячий остров. Ну, в общем, всем, кто любит Никоса Сафронова, можно посетить. Никос, конечно, тут не перестает хвастаться встречами с другими известными людьми, даже с Бельмондо, с Дэнни де Вито. Да. Так, мы уже идем на выход. Музеев здесь, помимо того, что я сейчас назвал, еще других множество. Вот тут у нас через дорожку какой-то музеек. Ну, больше такой уже коммерциализированный. Выставка восковых фигур. Ничего общего с историей не имеет, просто какая-то коммерческая история. Ну, я так считаю, как бы, извините, можете со мной не соглашаться. Никого за руку не держу и не принуждаю. Так, а там вот, чайная открылась, кстати. По-моему, там ничего не было. Слушайте, открылась чайная, классно. Хорошо.
Была, конечно, мысль пройти по набережной, но по набережной нам сейчас здесь, вот у Петропавловской крепости, мы могли бы пройти с внешней стороны вдоль Невы, туда-сюда. Но там сейчас идут реставрационные работы, наконец-то, по укреплению и вообще по замене, видимо, внешних стен каменной кладки. И там перекрыто все. Не пройти. Так, мы здесь идем через... Тут не вижу, извиняюсь. Это Петровские ворота, туда-сюда. Ага, Петровские ворота. Хорошо. Дома есть старая зимняя трансляция по Петропавловке. Очень классно, кому интересно. Я уже даже не помню, что я там говорил и говорил ли вообще что-либо. Старая, да, но это года 2 назад. Это позапрошлая зима была. Скорее всего. Из красивого это над воротами Орол, Брлев. Да, при свете дня все видней, все лучше. Вот вы меня спрашивали, где все люди. Вот, все здесь, все окультуриваются. Так, Яна спрашивает, встречаю ли я в городе своих подписчиков, к вам подходят, здороваются. Было такое, было. Это, по-моему, одно из того, что я помню, последних, не крайних, на день ВМФ. На день ВМФ, да, подписчик. Причем он сначала в чате написал, что типа, говорит, я, кажется, сейчас мимо вас прошел. А потом он еще и меня догнал. Яйцев не оторвали. Да, я вас напугал, что тут на каблуках тяжело и брусчатка, но ровные плиты тоже есть. Что вы всегда сможете пройти, тут ничего страшного. Так, Кронверский мост разберут на реставрацию, этот временный будет. Ну, слушайте, хорошо, пусть будет временный, но вот они делают так, и из таких материалов, как будто бы он будет прямо не то чтобы уж сильно навсегда, но... Я просто этих новостей не встречал, к своему сожалению. Ну ничего, почитаем, узнаем. Да, до сих пор, что ли, этот чат отстает? Что за... Почему Матча с отставанием пишет? Или стрим у вас с отставанием идет? Что такое? Я уже выставку Сафронова давно прошел. Так. Курюшка работает. Восклицает Алена. Но куда ей деться-то? Конечно, будет работать. Ресторан, это ж деньги. Судя по такому, такие массивные быки они ставят и неплохо. Так о том и речь, они ставят нормальные железные сваи. Быками их назвать-то тяжело, наверное. У меня в представлении быки это что-то более монументальное. Уж извините, так, чисто субъективное мое
представление. Мы тут мимо зайчика прошли, в которого все монетками кидают. Продолжаем движение в сторону Авроры. Кто недавно подключился или кто забыл, напоминаю. Сейчас мы подошли к Троицкой площади. Хоть она площадью и не выглядит. Не похоже, да, на площадь. Тут нам надо сейчас будет сложные маневры совершить по пешеходным переходам. Вот, и вот вопросик, как нам пойти, опять же. Или по Петровской набережной, просто там риск, что будет темновато. Или по Куйбышеву пойти, вот по этой улице, которая прямо уходит. И так мы окажемся у Авроры. Только улица Куйбышева будет темненькая, шумненькая, а Петровская набережная, возможно, темненькая. Тут как бы... Да почему там нет вида? Там со стороны корюшки-то вроде не должны ничего закрывать. Корюшка находится чуть сбоку. Там реставрация ее не должна затрагивать. Троицкий мост, Троицкая площадь. Когда-то был Троицкий собор на этом месте. Пойдемте на набережную. Будем смотреть на огоньки, если что, с противоположного берега. Точнее, на противоположном берегу. Так, тут мальчик дуется на девочку. Ведет себя как девочка. Посмотрим. Обижуля. Алена говорит, проверено. Ну, я сочувствую, конечно. Там в этот ресторан-то все и ехали ради, наверное, вида. Ради вот этих дикий-дикий понт, как я говорил. Идем. Пойдем по самой набережной, вследствие чего мы к домику Петра не подойдем. Ну, да и не подойдем, потому что и темно, поэтому я и не пойду мимо него. Ну и во-вторых, надо понимать, все говорят домик Петра, но это два в одном, это как киндер-сюрприз. То есть есть одна оболочка и под ней вторая. Сам домик Петра деревянный. По одной легенде он был срублен там за 3 дня. По другой легенде он был просто перевезен из одного места в уже построенный дом, просто разобран, перевезен сюда. И здесь был построен. Вот. Ну и вот это деревянное сооружение, оно стоит в том виде, каком есть, но чтобы оно не портилось, не разрушалось, оно небольшое. Вокруг него построен сейчас кирпичное здание. Так, привет из Москвы. Этим летом остановились в отеле на Рижском проспекте, прогуливались через старый Калинкин мост до Новой Голландии. Еще на 3-м трамвае пару раз каталась. Отлично! Вы сделали все то, о чем я уже много-много раз рассказываю. И это значит все правильно. А Маша? Я, Маша, вас разочарую, но по моим знаниям правил транскрипции, вы поняли, да?
Ну хорошо, Маша так Маша. Вообще, как скажете. Если пойдем по Троицкому мосту через Неву, окажемся на Марсовом поле. Из интересного, когда-то это был большой плац, где военные парады там принимались. После устраивались ярмарские такие гуляния. Ярмарка была, всякие забавы. Аноним 300. Аноним... Роман, спасибо вам большое за прогулку. Подписывайтесь, пожалуйста. Очень интересно, как вас зовут. Мне хоть адресно я могу поблагодарить. В противном случае вы остаетесь анонимом. Но если это ваше изначальное желание остаться анонимом, то не вопрос. Вот. В советские годы на Марсовом поле планировалось делать станцию метро. Один из выходов. Но, как оказалось, под Марсовым полем есть глиняная линза, что ли, водяная линза. То есть там грунты сложные. И плюс близость Невы не позволили сделать станцию метро. А было бы хорошо, было бы замечательно. Так, стало душно. Выходите, выходите. Благодарный зритель, это все дело можно поправить легко. Это открывается окно, и вы выходите из чата. Чё душно? Я уже забыл, о чем говорил, кстати, про душно. Про Петра, про домик Петра. Да, ладно, не суть. Идем к Авроре. У нас тут Петровская набережная с шикарнейшим домом. Ну как с домом? Ну как с шикарнейшим? Да, с домом, но дом советского времени. Но, как оказывается, его понтовость расположения сильно задирает цены в этом доме на квартиры. Сами квартиры, что-то я посмотрел, планировки, и не как-то вот, не что-то такое. Вот, кстати, да, еще один фрегат, который под ресторан и до сих пор функционирует. Как так? Непонятно. Уже 4 часа гуляем, красота, эффект присутствия, да. Да, это основная моя задача и затея. Гулять и показывать Петербург, и гулять так, словно вы идете рядом со мной, и вот мы общаемся, я что-то рассказываю, что-то показываю. Благодать. Фрегат Благодать. Ну, антуражно, согласитесь. Мачты все вот эти вот. Не знаю, как правильно все эти канаты, все вот так оставлено, все классно. Летом, видимо, работает палуба открытая. А так здесь 3 яруса. Наверное, 3, скорее всего. У кого-то юбилей, по всей видимости. Люди тут подходят с букетами. Слава богу, что люди приезжают на такси, видимо, планируют нормально и выпить, и закусить. Это правильный подход к торжеству. Так, открываете окно и выходите из чата. Важно, чтобы он не вышел в реальное окно. Тут как бы на понимание индивидуальное. Так, да.
пробегу. Тут как будто бы утки на воде. Но есть большая вероятность... А нет, вроде живые, башкой крутят. Просто вот у предыдущего фрегата там у них чучела плавают. Ходят. Чучела. Так, обожаю наши прогулки. Самолет И-16 сейчас находится в ММ. Только теперь на полу стоит и не висит. Да, его там рядом можно постоять и подергать за винт. Вот этот И-16, он как бы на Ил-2 штурмовик очень похож, насколько я помню. Могу, конечно, уже сейчас ошибаться, и мне надо пересмотреть свои фотографии. Да. Вот там он на полу стоит, и ты можешь вокруг него походить, потрогать, и реальный размер его не представить, да, а вот соразмерность с самим собой ощутить. Это тоже многого стоит, потому что когда он висит высоко где-то под потолком, ты не понимаешь, каких он размеров реальных. Вот, мы подошли вот к этому скверику, и внутри сквера, сейчас немножко поравняемся, мы увидим дом. Дом одноэтажный, кирпичный. И это вот тот самый, скажем, каменный саркофаг, который выстроен над деревянным строением, так называемым домиком Петра. Что немаловажно, кстати, да, у нас с одной стороны здесь домик Петра, а абсолютно с противоположной стороны, через Неву, у нас летний сад и дворец Петра. То есть, в принципе, он что-то долго тут не выбирал. На одной стороне Невы пожил, потом сказал, не, вот там лучше. И поплыл на ту сторону. Где-то в прогулках, по-моему, не помню, в какой-то из прогулок, я уже говорил, при Петре сильно мостов не строили, ибо Петр всех заставлял под парусом ходить. Именно под парусом, не просто на лодках передвигаться. Ой, что такое? Классно. Вот. Не просто по воде ходить, да, а именно под парусом. И был такой специально введенный налог на весла. За каждое весло брался штраф. Переход, и вот это темное, это домик Петра там. Брался штраф, и все. Тем самым Петр I стимулировал хождение под парусом в акватории Невы. Все. Петр умер, ну и все. И на этом все закончилось. Шидза. Это я читаю, что здесь написано на камне. Шидза. Китайские львы из города. Я тут не прочитаю, слушайте. Мне что-то тяжело читать, и причем, кстати, даже на камере читается лучше. Да. Вот у нас есть египетские сфинксы, есть еще и китайские львы. Пожалуйста. Петербург, город львов. Львов разных. Под Новый год мост прям переливается, сверкает, как елка новогодняя. Значит, что у нас? Да. Аноним 200, без сообщения. Летний сад у нас за рекой. Здесь река Фонтаночка, вот где-то там, начинает свое ответвление. Угу. Ну и следующий мост, светящийся. Так, Дмитрий, я там свечку не держал, поэтому, да и как вы, наверное, тоже свечку там не держали.
Есть официальная история, а все остальные добро пожаловать на альтернативные каналы с альтернативной историей. Ничего против не имею, как бы тему поддерживать не собираюсь. Что я хотел сказать? Литейный мост. Литейный мост следующий у нас по ходу движения, но это не наша цель Аврора. Идем по набережной. Да, конечно, я вот, кстати, про дом с чудо дорогими квартирами, и вот я имел в виду именно тот, который за домиком Петра. Место расположения решает. Так что у меня тут и селфи-палка уже заканчивается, садится. Так, сейчас я одну секунду. Нет, не одну секунду. Да. Пауэрбанк взял, а провод... Так, планировала сегодня учить английский язык, загуляла по набережным да по улицам СПБ. Сорян, Яна, сорян. Даже как-то неловко. Разводки красив. Да. Ну, там же... А какую часть на Троицком поднимают? Не посередине же он поднимается. Там, по-моему, та, которая с той стороны, как и на Литейном мосту. На Литейном мосту поднимается вот первая створка. Вот это вот, где попасть и наверх. Завтра, 7 октября. Ну, может быть. У нас же в Питере эти фильмы снимают налево и направо. И вот далеко не редкость, что не нулевая вероятность, что гуляя по Петербургу, опять же, гуляя вот как мы сейчас с вами гуляем по непарадной части, вот и не нулевая вероятность, что вы можете встретить и наткнуться на какую-нибудь съемочную группу. Причем это не какой-то там 3 человека на перекрестке где-то стоят, а это куча вагончиков, это куча проводов, осветители, вот эта вся история. Это вообще нормально. Я не единожды это встречал, даже записывая видео. И такие моменты на видео попадались. Так, планировал сегодня выйти в окно. Слава богу. Слава богу. Кстати, на улице Рубинштейна есть бар. И вход в этот бар, он через окно. Так случилось. Вот, и чтобы выйти из бара, надо, получается, выйти в окно. Так что вообще ничего странного, ничего экстраординарного и из ряда вон выходящего. Главное, как пел Наутилиус Помпилиус ртом Вячеслава Бутусова там, в песне «Тутанхамон», не совершать. По ходу движения нашего... Где моя рука? Вот она, моя рука. Светящееся вот это здание. В целом оно голубого цвета, голубого-белого. Нахимовское училище. Что-то говорит Нахимовское, соответственно, вон оно где. А оно рядом с Авророй. Соответственно, раз мы видим Нахимовское, значит, где-то рядышком должна быть Аврора. И Аврора вот у нас за деревьями. Вот это светящийся забор. Это не светящийся забор, это светящаяся Аврора. Пожалуйста. Мы уже подошли. Как говорится, что тебе снится, крейсер Аврора. Что тебе снится?
Ну и как без негатива-то, да, друзья? Если вы были этим летом в Петербурге, да и прошлым, были на канале Грибоедова у Спаса на Крови, то там наверняка и обязательно видели кучу торгашей со всякой вот этой вот лабудой сувенирной. А эти все товарищи с этой сувениркой, с этим китайским ширпотребом, они все переехали отсюда, ровно от Авроры. Так. На Рубике там свои приколюхи, самое барное. Уже не самое. Вот, Дмитрий, уже могу поспорить. Рубик уже не самое барное. В пандемию Рубинштейна, конечно, сильно подрезали. И теперь вот эта барная история, ресторанная барная история, она размазалась в пространстве. Она уехала на Жуковского, она уехала на Некрасова. Теперь и там очень много баров. Так, давайте вот так постоим. И я про торгашей говорил. И все эти торгаши раньше были у Авроры. Но несколько лет назад Аврору утащили на реставрацию в Кронштадт. И, соответственно, здесь, сюда, туристический поток перестал приезжать. И все вот эти торгаши переехали к Спасу на Крови. Но как переехали, так и остались. Потом Аврора сюда вернулась. И торгаши вернулись. Но от Спаса на Крови они никуда не делись. То есть они стали и здесь, и там. Прям это, как в этом, как у дядя Федора. Вашу маму и тут, и там показывает. Вот и торгаши, и тут, и там были. И, соответственно, их не прогнали, в том-то и дело. Их прогнали потом отсюда, и они остались у Спаса на Крови. Все. Бинго, как бы. Я-то думал, что да, что Аврора вернется, и торгаши у Спаса на Крови пропадут, но не тут-то было. Вам эту дулю всем показали. Дульную. Вот. Соответственно, ну и ладно, хотя бы слава богу, что их здесь теперь не стало. Но вот Аврора, здравствуйте. Аврору заказывали, Аврору вызывали. Да. Да когда, но опять же, они же там перегораживают практически всю дорогу, всю пешеходную часть. Но опять же, да, решают все деньги, получается. Они башляют, наверное, хорошие денежки за аренду у города, потому что дорога это городская, соответственно, они городу башляют. Но для нас, для туристов, это, конечно же, мне немножко не очень. И плюс там фотографии теперь делать не совсем хорошо. Там отличная была перспектива вдоль набережной. Красиво все было, ничего лишнего. А теперь вот, пожалуйста, вам и торгаши наподъезжали. Друзья, проверяем время. 6:19. То есть 4 часа 19 минут мы уже тут в Нагуле. По-моему, рекорд побит. Прошлый стрим, если я не ошибаюсь, был 4 часа 12 минут. Сильно прыгать сразу, скакать не будем. Будем двигаться по чуть-чуть. Так, что я хочу сделать? Хочу сделать вот так. Хопачки. Ай. Управление. Управление, вернись. С Авророй на ладошке. С Авророй в руках. Что-то мутное, но извиняюсь, тут, видимо, что-то у меня это... Ручонки мои жирные, тут это все. Друзья, 4 часа с небольшим прогулки
пролетели как один миг. Спасибо, что были со мной. Спасибо всем донатерам. Зачитываю ваши имена еще раз. Аноним. Еще раз аноним. Евгения Ивдель, Людмила, Метри. Всем вам большое спасибо. Спасибо активным писателям в чате. Без вас бы этого стрима не получилось. Так. Ой. Надеюсь, картинка была хороша. Слышно было меня хорошо. Внешнего микрофона я так никакого и не использовал. Поэтому... Так, еще один. Алена Омск, еще раз 200 рублей. Ну, вообще, громадное спасибо. Так, давайте, знаете чего? Дабы для истории запечатлить ваши имена, я включу донаты, которые сегодня были... Да господи. От вас еще вот справа должны были просуммироваться. Нет, что-то не просуммировались, они продублировалось то, что и так уже было написано. Тогда, знаете как, я поступлю по-другому, я включу других товарищей топ-донатеров за все время. Вот. Пожалуйста. Правый верхний угол, топ-донатеров за все время. Там семейство Романовых очень хорошо задонатило в позапрошлом стриме. Есть к чему и вам стремиться, друзья. Да. Еще раз Аврора. Я бегу к метро ближайшему. Сейчас подумаю, побегу или на Горьковскую, или на площадь Ленина. Всем спасибо, всем всего хорошего, всем удачи. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте там этот колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о следующем стриме. Ну и плюс я в телеграм-канале заранее делаю пост и пишу время, когда будет стрим. Все, всем доброго, всем пока, всем спасибо. Вы лучшие.